ретивою, да не спокоилось, расстроилось, не видела его. Пойдем, подруженьки, на пристань, синее море поглядим, а наши дролечки далеко, мы о том поговорим. Ты плыви, суденышко, ох, золотое донышко. Есть два очень сильных слова в русском языке. Ну, конечно, эти слова есть во всех языках. Без этих двух слов невозможен ни один язык. Но именно по-русски для меня эти слова звучат максимально мощно, потому что других языков я не знаю. Знаю английский, но довольно скверно. В любом случае, я думаю по-русски, на русском языке, и поэтому эти два слова звучат для меня именно по-русски максимально мощно. И слова-то сильные. Это такие слова: навсегда и никогда. Сильные слова. И правда же есть такое наивное ощущение, детское такое, что навсегда это что-то такое приятное, обнадеживающее, располагающее, хорошее. А никогда, наоборот, что-то такое холодное, тупиковое, отталкивающее, нехорошее. Но смотрите, эти два слова могут легко поменяться ролями в любой фразе, в любом контексте. Например, вот так. Они встретились, чтобы не расставаться никогда. Или они расстались навсегда. Оп! Уже никогда что-то приятное и обнадеживающее, а навсегда, наоборот, что-то отталкивающее и тупиковое. Но оба эти слова содержат в себе пугающее. Они содержат в себе бесконечность. А бесконечность пугает нас. Человек же конечное существо. И по причине своей конечности человек не может ни принять, ни понять, ни постичь бесконечность. Пугает нас бесконечность. А еще в этих словах внятно содержится намек на нашу конечность, на наши ограниченные временные возможности. Потому что если применять эти слова в значении человеческой жизни, даже не обязательно человеческой, вообще в значении жизни, то получается, что никогда – это никогда в жизни, а навсегда – это значит до смерти. Неприятные намеки, неприятные. А что нам сильнее всего намекает на нашу конечность? Сильнее всего нам намекает все уходящее, все исчезающее, все заканчивающееся, все последнее. Вот все последнее, самое последнее сильно намекает нам на наши ограниченные временные возможности. Например, печально последняя конфета в коробке конфет. Намекает. Или вот сидит компания, выпивает, закусывает, осталось на тарелочке такой последний кусочек селедочки остался, его никто не трогает. Намекает. А потом он раз исчез, и никто не сознается. Может быть, именно по причине вот этих вот намеков мне с самого детства не нравилось название одной хорошей книги. То есть книга нравилась, название не нравилось. «Последний из могикан». Что это прямо на обложке такое написать? «Последний из могикан». Неужели нельзя было как-то помягче? «Предпоследний из могикан». Или, скажем так, «один из могикан». Или просто «из могикан». А так берешь книгу в руки, читаешь название «Последний из могикан», и сразу же становится ясно, что вот этот вот милейший индеец, это из очаровательного племени могикан, непременно к концу книги погибнет, да еще так умудрится погибнуть, что не оставит потомства. Вообще неприятно знать, что какие-то виды живых существ, любые растения, рыбы, птицы, животные, исчезают безвозвратно. Мы их истребляем, или они сами вымирают как-то самостоятельно. Это не самое главное. И ведь всех жалко, всех. Неважно, это какая-то изящная дивная белка, которую истребили из-за чудного меха. Или какой-то такой вредный для сельского хозяйства крот, или вообще паук. Если последний, жалко. Я не люблю заканчивать книгу, которая очень нравится. Особенно, когда книга такая большая, с которой ты проживаешь 2-3 недели. Такая книга, которая случается нечасто. Это такая книга, к которой ты спешишь вечером домой. Вот такая. И вот она заканчивается, и тают последние страницы. Этот процесс невозможно остановить, невозможно затормозить его. Тают последние страницы, и все еще усугубляется тем, что ты знаешь, что это последний том собрания сочинений автора.
И умер он давно, и не осталось точно никаких ни черновиков, ни дневников, которые могут быть еще опубликованы. И не оставил он, уйдя из жизни, после себя ни учеников, ни последователей. Я не люблю и не хочу делать что-то, зная, что я делаю это в последний раз в жизни. То есть, может быть, делать хочу, но при этом не хочу знать, что я делаю это в последний раз в жизни. Вот разговариваю с каким-то человеком, который, может быть, мне даже не очень симпатичен. Я в процессе этого разговора не хочу знать, что я с ним больше никогда в жизни не поговорю. Не по той причине, что с ним что-то случится, или со мной что-то стрясется, а просто по той причине, что мы больше никогда не встретимся и не поговорим. Я не хочу этого знать. Я не хочу купаться в каком-то море и знать, что я в этом море больше никогда в жизни не искупаюсь. И даже я в процессе этого купания буду знать, что меня ждут другие моря и даже океаны. А это море, например, какое-то мутное, грязное. Буду в нем купаться и так еще на берег кричать: дорогая, мы на этом море больше никогда в жизни. Ну вот, я даже готов вот так кричать, но я не хочу действительно знать, что это последний раз в жизни. Но с нами же постоянно происходят какие-то большие и малые навсегда и никогда. Мы этих больших и малых навсегда и никогда даже не замечаем. Мы каждый день встречаемся с людьми, с которыми больше никогда в жизни не увидимся. Никогда в жизни не поговорим. Никогда не пересечемся. А каким-то большим и малым навсегда и никогда мы даже радуемся. Или радовались по своей наивности, глупости по своей. Вспомните, ведь в детстве же наверняка, многие должны помнить, что мы радовались, когда наконец-то повыпадали эти молочные зубы, а вместо них выросли нормальные, коренные. Навсегда. Мы радовались, не думая, что новые-то больше не вырастут никогда. А вставлять не то же самое. Мы радовались, получая паспорт, потому что у нас теперь навсегда, в смысле до смерти, такой серьезный, взрослый документ. Мы радовались этому паспорту, не думая, что того чудесного, безответственного времени, которое у нас было до паспорта, у нас больше не будет никогда. Когда уходят из жизни родные и близкие люди, мы переживаем, мы горюем, мы не согласны. Как с таким можно согласиться? Ведь они же уходят не только из своих жизней, они из наших жизней уходят навсегда. Это в наших жизнях они больше никогда не откроют дверь, не зайдут в комнату, не скажут ни одного слова своими неповторимыми любимыми голосами, никогда не позвонят. Но как-то постепенно и навсегда выветриваются из домов их запахи. Куда-то исчезают те предметы, которые они любили, которыми пользовались. Исчезает их одежда. Забываются их какие-то словечки характерные, какие-то их песенки. Забывается вкус еды, которую они неповторимо готовили. Я же помню, что бабушка готовила очень вкусно на такой большой черной сковородке, чтобы не делать, все было вкусно. Но я уже не помню вкуса этой еды. И, наверное, мне так кажется, что никто и никогда не сможет порезать хлеб, как резал его мой дед. Как он его так резал, бабушка его всегда ругала. Он резал, он кромсал его просто. У него все куски получались разной толщины, какие-то кривые такие, махристые. Но ужасно аппетитные, ужасно. Вот так вот посолил и блюдо. С какого-то момента жизнь начинает состоять из сплошных расставаний, так хочется встреч. Хочется встреч, это нормальное желание. Радость встречи. Что может с этим сравниться? Хочется радоваться, хочется встреч. И мы тянемся, мы ждем новых встреч, не думая часто, что какая-то вот эта новая встреча может привести к неизбежному расставанию. Вот повстречался с ней, расстался с ней. Когда человечество придумало паровую машину, оно радовалось этой встрече с паровой машиной, не думая о том, что вот эта встреча приведет к неизбежным расставаниям, потому что паровая машина в виде парохода очень быстро привела к расставанию с вот этими парусниками прекрасными, с вот этими удивительной красоты бригами, бригантинами, барками, клиперами, со всеми этими благородными формами, парусами и мачтами, со всей этой красотой. Вместо этого что появилось в море? Приземистый такой толстобрюхий пароход с большой трубой, вонючий, дым, некрасивый. Ну, согласитесь, скорость хода возросла, надежность повысилась, зависимость от погоды уменьшилась. Автомобиль очень быстро убрал лошадей из наших городов, а трактор почти убрал их из деревень. Жалко, конечно, что мы не в самых наших красивых городах не можем теперь видеть ежедневно вот этих благородных, красивых, изящных животных, больших вот этих благородных божьих тварей. Ну, согласитесь, все-таки автомобиль удобнее. Ну, удобнее, особенно зимой. Потом
ни на какую лошадь впятером не сядешь. Или это будет издевательство над животным. Ну, что еще? Машина ездит быстро. Она предмет какой-то гордости, вожделения какого-то. И еще гораздо меньше ответственности с машиной. Ну, с машиной же намного меньше ответственности. Тут сами подумайте. Кошечку-собачку заведи. Или хомячка вот заведи, такую белую, такую красноглазую тварь, вот эту маленькую. Да ладно, это хомячок, собаки, кошки, это еще теплокровные млекопитающие. Рыбку в банке заведи одну, вот такую маленькую. Гуппи одну. Сразу проблема с отпуском. Сразу. А тут представьте себе конь. Или еще того сложнее, кобыла. А тройка лошадей. Где бы мы их держали? Сложно себе представить вместо вот этих АЗС привычных какие-то станции с сеном и овсом. И совсем уже вот жутко представить себе такой адский, вот представьте себе, ну это же ад, представьте, июль месяц и пробка исконных экипажей. Кошмар. Когда-то писатели писали при свечах, свеча горела на столе, свеча горела, отгорели свечи, все. Отскрипели перья гусиные. Не пишем теперь ни гусиными перьями, ни при свечах. Потому что неудобно. Красиво, но неудобно. И я же попробовал. Я, правда, решил произвести такой эксперимент. Ну, как вот писать гусиным пером? Это же не так просто. Подошел к гусю, выдернул перо и давай писать. Нет. И вот это перо, во-первых, надо сейчас где-то раздобыть. Где-то, ну, раздобыл перьев. Потом прочитал в справочнике, как его нужно обрезать. Перо нужно было под специальным углом обрезать. Сделать маленький надрез вот посередине вот этого. И очень нужны были серьезные навыки для письма гусиным пером, потому что нежное очень, нежное оно. После навыков письма шариковой ручкой, после привычки писать, надавливая на перо, на гусиное перо нельзя давить. Чуть-чуть надавил, надломилось, все, можно выбрасывать или по новой обрезать. Я извел кучу бумаги и кучу этих перьев. Весь перепачкался, прежде чем смог написать хотя бы одну строчку без кляксы, более-менее похожую на какую-то строчку записи. Потому что трудно перьями писать, трудно, неудобно. Потому что шариковой ручкой удобнее, гелевой еще удобнее, а на компьютере еще удобнее. Знаете, если почитать стихи за последние 200 лет, то что-то получается, что как-то перьями при свечах стихи писали лучше. Что у них как-то лучше получалось перьями. Ну, уже все. Перья в руки не возьмем, свечи не зажжем. Это же неудобно. Ну, неудобно. Потому что шариковой ручкой удобнее, гелевой еще удобнее. Но как забавно, как занятно. Каких-то чуть больше 20 лет назад, кажется, совсем недавно, хотя за эти 20 лет произошло много и много воспоминаний, и за эти 20 лет родились дети, но все равно кажется недавно. И даже если это недавно ощущается внутри своей жизни, то что это для истории страны или для истории человечества 20 лет? Чепуха. Но 20 лет назад и чуть больше, 20 лет назад, в каждую школьную тетрадку была вложена промокашка. В каждую. Я решил детям показать, что такое промокашка. Потому что они услышали в каком-то советском фильме слово промокашка, спросили меня, что это такое. Я попытался им объяснить, что это такое, но словами не смог. То есть понял, надо показывать. Решил показать. Не смог найти. Искали, просто разбились, расшиблись, эту промокашку искали. Причем хотел найти розовую, потому что розовая была классической моделью. Были еще такие зеленоватые и голубоватые, но они были неприятные. А вот розовая была приятной вещью. Кинулись искать, не могли найти. Вдуматься только. 20 лет назад огромная страна, десятки миллионов школьников разных возрастов. У каждого в портфеле десяток тетрадей, в каждой промокашка. Сотни миллионов промокашек. Нету больше, все. Не могли найти, кто их хранит-то, промокашки. Никто ж не хранил. Благо, у старенькой учительницы, у одной, нашли. У нее тетрадка завалялась лет 25 тому назад. Забыла проверить тетрадку, и вот, благо, в ней сохранилась в идеальном состоянии промокашка и розовая. И сейчас я вам ее покажу. Сейчас вы ее сможете увидеть. И те, кто ее никогда в жизни не видел, здесь есть такие, я уверен, ее смогут увидеть сейчас в первый и в последний раз. А те, кто ее давно не видел, смогут ее увидеть просто в последний раз. Вот она. Розовая, классическая, последняя. Сейчас я ее поближе покажу. Просто вещь ценная. Секундочку. Когда я поступал
Когда я поступал в школу в 1974 году, для нас промокашка уже была чем-то архаичным и непонятным, потому что уроки чистописания у нас уже к этому моменту отменили, приблизительно за год до этого, и у нас уже не было ни чернил, ни перышек, нам непонятно было, для чего промокашка. Мы спросили учительницы, зачем она нужна, и она сказала, что она нужна, промокашка была, для того, чтобы промакивать свеженаписанные чернилами. Вот она. Чтобы вот так промокнул, и чтобы не запачкать другую страницу, чтобы не размазать написанное. Вот. Учительница нам... Вот она промокашка, вот она такая прелестная, видите? Учительница нам объясняла, что еще о промокашку можно было почистить перышко. Нам же это было не нужно, и, собственно, была бесполезная вещь. Но вещь была приятная. Промокашка была чуть меньше формата тетради. Ее было приятно подложить под ту страницу, на которой пишешь. И от этого как бы писать становилось мягче, ручка как-то мягче катилась, шарик ручки катился по бумаге, чуть-чуть изменялся почерк, буквы становились немножко тесненно рифленые такие, и даже у разгильдяев менялся почерк. Что еще было важным на промокашке? На ней было приятно рисовать. И учителя не возражали, потому что вещь-то была бесполезная, я, собственно, разрисовал ее, и на ней руке было приятно на ней лежать, на этой бархатистой поверхности. Что еще важно? Да. Маленький кусочек, что это было важнее всего для мальчиков. Маленький кусочек промокашки, вот такой вот, приблизительно, гораздо быстрее, чем такой же кусок тетрадного листа, сжевывался в комок. Это чтобы плевать через трубочку, да, понимаете? То есть гораздо быстрее, значит, это был более такой ценный и скорострельный боеприпас. К тому же шарик из промокашки, он лучше летел, потому что он больше впитывал слюны, он был тяжелее. У него были более высокие аэродинамические свойства. И что совсем важно, он прилипал. Вот, ну, я убираю, посмотрите, вот, полюбуйтесь. Больше вам этого никто не покажет. Вот. Те парты, за которыми мы учились в начальной школе, были такие, каких сейчас уже нет. И они были такие под уклоном, с такими крышечками. А сверху на парте были такие круглые углубления. Мы не понимали, для чего они нужны, и спросили учительницу. Она сказала, что это для чернильниц, сказала она. Ваши родители должны помнить. Ваши родители чернилами писали, перышками буковки выводили. И ведь выводили же буковки ваши родители, потому что перышком-то буковку можно было именно вывести. Вот ваши родители людьми и стали. А вы, у каждого шариковая ручка, пиши да радуйся, бумагу не царапает, кляксу не поставит, а вы... В этот момент учительницы случилась такая судорога на лице, и она продолжила урок. А папа рассказывал, что было приятно подбросить маленький кусочек промокашки в чернильницу самой аккуратной девочки в классе. Маленький кусочек промокашки моментально намокал в чернилах, и его было не видно. Он впитывал чернила, и не видно ее было. И вот самая аккуратная девочка в классе. В каждом классе была самая аккуратная девочка. Судьба распределяла их по классам. Они не могли собраться все вместе. И вот такая девочка с идеальной осанкой, в белоснежном фарточке, с этими идеальными манжетиками, вот этим воротничочком. Вот, у нее такие учебнички все в чистой бумаге, идеальные тетрадочки. В тетрадочках все под одним углом, пенальчик, здесь все ручки, все идеально. Вот она такая брала свое идеальное перышко, опускала свою чернильницу. Эта дрянь зацеплялась. Падала на страницу, получалась ужасная клякса, испорченная тетрадь, испорченная работа. Ну и, конечно же, вой, плач. И такой жизнеутверждающий смех разгильдяев мальчиков. И такой вкрадчивый смех менее аккуратных девочек. Все, теперь нет промокашек. Они исчезли. Их не найти, никто их не сохранил. И этот предмет не нужен, поэтому он и исчез. Его не стало. Ну, не нужен предмет, какая тут беда? Да никакой беды. Что это, промокашка? Промокашки нет. Ну и что? Мало чего вообще пропадает в этом мире. Но, а чего ж грустно-то? Да от того, что еще уходят слова. Слово приятное, хорошее, промокашка. Значение его непонятно детям. Но вместе с этим уйдет ведь еще и такое слово клякса. Потому что сейчас нечем кляксу поставить, нечем. А слово очень хорошее, точное. Клякса, да? Клякса, клякса. В этом слове и звук падения капли чернил на бумагу, и получившееся безобразное пятно. Забудутся эти слова и умрут. А слова умирают в словарях. Они умирают, забытые, никому не нужные. Как только слово перестает звучать в жизни, оно
замерзает в словаре где-то, как мамонты замерзали в вечной мерзлоте. Но мы, многие здесь вот присутствующие, я уверен, помнят, потому что мы успели пописать перышками. Давненько, но успели. Я помню, как я это делал 18 лет назад. Помню отлично, да, помню. Вот. И делал это в последний раз в жизни, потому что это было нужно. Это нужно было не стиля ради, не, скажем там, не забавы для, а потому что было необходимо, потому что во всей большой стране это было нужно. Где? А на почте, на почтамте, на телеграфе, на переговорном пункте, где-нибудь в так называемых сберкассах, где нужно было заполнять бланки. И для этой цели стояли такие большие столы. В центре стола было вот такое углубление, и в нем так называемая чернильница непроливашка. И груда перышек лежала такая вот на палочках. И, чтобы писать. Писать ими было ужасно неудобно, весь перепачкаешься. Но почему перья клали? Потому что их никто не разворовывал. Потому что кому эта дрянь была нужна? Положили бы шариковую ручку, даже плохую, утащили бы. Их же веревками привязывали вместе с веревкой. Потом и веревочкой воспользуются, конечно. Как же, вещь-то хорошая. А перо было никому не нужно. Кому вообще? Как украсть перо? На палочке. Затолкаешь в карман, проткнет подкладку, весь перепачкаешься. Потом, если берешь перышко, надо же и чернильницу. Ну, правильно? Она там была закреплена, мы проверяли. Все это было неудобно. Эти бланки маленькие такие, были хлипкие, как промокашка. Пишешь, это перышко царапучее, чуть зацепился, сразу расплывается пятно. 10 бланков изведешь, пока напишешь коротенькую телеграмму. Все это было ужасно неудобно. Но просто в этих перышках, в этих промокашках, в этих чернильницах, в этих словах, в этих самих словах центральный телеграф, главпочтамт, звучали какие-то уходящие, несуетные эпохи. В самих этих промокашках грезились гимназисты и гимназистки. Гимназисты с рядами медных пуговиц и в фуражечках, а гимназистки такие все благонравные и благообразные. В этих самих словах, в этих чернильницах и перышках слышались такие вот бубенцы почтовых троек. Виделись такие верстовые столбы, станционные смотрители еще из пушкинской поры. В этом во всем звучали такие слова, как депеша, дипкурьер, фельдъегерская служба. Чувствовался запах сургучных печатей, которые уже упразднены. Слышались гудки почтовых пароходов, который так шумел и гудел этот пароход, когда вез королевскую почту под мостами Лондона в тумане. Во всем этом слышался грохот проходящего курьерского поезда. Хотя, в сущности, курьерский поезд что такое? Это такой же, почтовый поезд. Просто звучит-то как по-другому, да? Вот слушайтесь, пожалуйста. Курьерский поезд. Вот. Это спецэффекты. Сейчас дым неизбежно как-то вот тут будет по залу расползаться. Не волнуйтесь, он безвредный. Он для красоты, его можно потерпеть. Вот и приходил поезд в столицу из провинции, уже не курьерский, не почтовый, а обычный пассажирский приходил. Или из столицы приходил куда-то в курортный городок. Выходили люди на перрон, приехали, и тут же какие-то главы семейства, какие-то ответственные люди бежали давать телеграмму к почтовому отделению вокзала. К окошечку такое было окошечко. Выстраивалась очередь, чемоданы, встречающие, провожающие, суета. Чемодан пропал какой-то, господи. А телеграмму-то дать надо, что доехали нормально. Выстраивалась очередь, не хватало этих бланков, не хватало этих перышек. Какое счастье, что сейчас этого ничего не нужно. Вышел из вагончика на перрончик, достал телефончик, набрал смс-очку, мол, доехали, хорошо. Ну и этого теперь не нужно. Можно же ехать и всю дорогу писать «еду прекрасно». Еще слать фотографии, где еду, с кем и чем мы при этом занимаемся. Ну, правда, телеграмма была неудобным делом. Ну, это надо было идти куда-то на почтамт, на почту, на почтовое отделение, куда-то идти через квартал, может быть, ехать через весь город. Да, а там этот стол с этими перьями, весь перепачкаешься. Даешь телеграмму, да потом в очереди стоять. За каждое слово надо платить.
За каждое. Ведь еще же нужно было экономить на предлогах, потому что за предлог брали как за целое слово. И вот получаешь такую телеграмму: «Приеду среду». И я понимаю, что на мне сэкономили. Потом, смотрите, как было неудобно. Неудобно было в телеграмме вот всю правду, как есть, да, и привычными словами изложить было невозможно. Потому что телеграфистка мат не пропускала. Так что надо было как-то формулировать, как-то надо было стараться. Кому ж такое понравится. Вот. Телеграмма была таким делом тревожным еще. Обычно их приносили вечером, и вот сидит семейство, допустим, ужинает. Вдруг такой стук тревожный, потому что почтальоны очень тревожно стучались. Такой стук или звонок. Они же так еще звонили, вот так нажмет на кнопку, пока дверь не откроешь, держат вот так. И как бы мстит за то, что на 4-й этаж поднимался этой вот телеграммой вечером. И таким совершенно утробным голосом: «Вам телеграмма!» Все же семейство сразу. Первая мысль, что все умерли вообще. Ничего ж хорошего-то вот не представлялось, не фантазировалось. И абы кто первый попавшийся, кто дверь открывал почтальону, читать телеграмму не мог. Дело серьезное, телеграмма. Телеграмму мог читать только отец семейства. И все бегают, ищут ему очки минут 3, а он стоит с телеграммой. Ждет. Наконец находились очки, и он читал, и, как правило, такое все, отпускал прям, вот так вот. Когда выяснялось, что это вот ни с того ни с сего забытые родственники, такая 7-я вода на киселе, ни с того ни с сего, вообще из Харькова, решили нам дать телеграмму, что у них, видите ли, родился Виталик. Вот тоже новость. В Харькове родился еще один Виталик. Тут у людей чуть не инфаркт случился. Отчего же грустно-то, что теперь нет телеграмм? Отчего же? Хотя телеграмму еще можно дать. Такая еще возможность пока в России есть. В Европе уже упразднили телеграмму. Так что вот кто еще ни разу не давал в жизни телеграмму, вот можно вот после вот спектакля просто пойти и дать телеграмму. Чтобы потом внукам говорить: а я когда-то еще помню времена, когда мы телеграммы давали. Правда, телеграмма уже не та, потому что она сейчас просто распечатывается на обычном листочке, на таком. Раньше-то телеграмма была какая? С наклеенной телетайпной лентой. Какой-то человек получал эту ленту, рвал ее, клеил. Ушел хендмейд. Нету теперь. Ну ладно. Хотя, конечно, сейчас телеграмму-то дать можно. Это полбеды. Просто надо понять, а что подумают люди, которые ее получат. Вот, сейчас. С какого перепугу сейчас вообще можно дать телеграмму? Но такая возможность еще есть. Попробуйте дать телеграмму хотя бы самому себе. И получить телеграмму. Ну, потому что уходит навсегда. И потом не будет никогда такой возможности. Телеграмма. А чего ж так грустно-то, что нет теперь телеграммы? Да от того, что телеграмма была делом не суетным, не сиюминутным. Телеграмму из-за чепухи, из-за ерунды не давали. Ну, не было такого, чтобы шел человек по улице, вдруг вспомнил какой-нибудь дурацкий анекдот. Бах, и дал телеграмму. Побежал, дал. Но он же понимал, человек, что в этом деле будет участвовать целая большая структура, почта. Кто-то будет принимать телеграмму, кто-то ее будет передавать, кто-то будет клеить ленту, а кто-то понесет это домой. Разве можно из-за ерунды такой? Да нет. Телеграмма была событием сама по себе, и давали телеграмму по поводу события. И грустно от того, что теперь нет телеграмм, потому что телеграфистка мат не пропускала. Теперь не нужно стараться формулировать, можно писать как хочешь. Вот. Еще что, почему грустно? Да потому что не было такого, чтобы, например, вот выпил мужчина после работы. Нет, хотя такое сейчас есть. И было такое, было. Вот, нет, просто вот такое, чтобы вот выпил человек после работы, мужчина, почувствовал себя недопонятым, такое с мужчинами случается. Потом выпил еще, понял, что его вообще не понимают. Пришел домой и с порога понял, что его решительно вообще никто и никогда и не понимал даже в этом доме. Да еще выпил и почувствовал себя страшно одиноким. И давай телеграфировать всю ночь всем своим бывшим по списку. Вот. Не было такого. Или вот дать телеграмму не той, не в тот город, да еще на этом запалиться. Тоже такого не было, что вот так вот дал телеграмму, потом опомнился и след еще одну. Это я не тебе.
Получаешь, сейчас день рождения наступает, еще не успел проснуться, уже телефон там надрывается, идут смс-ки. А что такое случилось? А просто кто-то из твоих друзей чуть раньше тебя проснулся, и еще не оделся, не умылся, не почистил зубы, включил компьютер, у него там раз сразу выпал список, у кого сегодня день рождения. И он тебе такой клише, такую шаблонную такую смс-шку раз отправил, благо хоть имя не перепутал. Ты ее тут же стер, эту смс-ку, чтобы не заполнять память телефона. А когда ты получал телеграмму с днем рождения, ты понимал, что друг не забыл. Друг не забыл. Он нашел время, он поехал на почту. Он дал телеграмму. Он выбирал для тебя бланк поздравительный с дурацким цветочком. Друг. Он писал, подбирал слова, экономил на предлогах. И телеграмму уже сразу не выбрасывали, поздравительные телеграммы не выбрасывали. Было же какое ощущение, что вот пришли 4 телеграммы всего. 4 из разных городов. Такое ощущение, что вся страна просто празднует. И телеграммы не выбрасывали вот так вот. Если подарили цветы и подарки, вот так ставили цветы, подарки. А вот так вот уже ставились телеграммы поздравительные на бланках. Вот так. Или на телевизор вот так вот. Вот смотрите, помнят, любят. Видите, какая длинная телеграмма. Не пожалел денег человек. И потом надолго еще эти телеграммы замирали и оставались стоять долго за стеклами книжных шкафов. Или как-то перемещались эти телеграммы в вот такие вот коробочки, в которых теперь они вот эти и хранятся, разные вот эти бумажечки. В каждом доме должна появиться и потом начать заполняться вот такая вот коробочка. Это не обязательно, что это дом, какое-то строение отдельное, там коттедж или особняк. Даже если человек относится к своей небольшой квартире как к дому и говорит про нее «я пошел домой», вот в этой квартире, в этом доме обязательно должна завестись вот такая вот коробочка. Каждому. Там помимо бумажек, там могут быть такие очень важные и ценные реликвии. Например, что вот эти бирочки, которые привязывали младенцам в роддомах на ручки, на ножки. У нас таких бирок 3 комплекта. Вот. Что еще там? Зубы! Там. Зубы бесценные вот эти, которые намного ценнее, чем бивни мамонтов. Там еще первые срезанные локоны во время первой стрижки. Вот так завернуты в бумажечку и подписано, когда срезали, у кого. А что там еще может? Там много бывает этих каких-то конвертиков, каких-то вот таких вот писем, каких-то вот бумажек, билетик. Вот, тетрадочка еще моя за 2 класс, вот тут вот, с таблицей умножения. Такие вот, бесценные вещи. Я как-то перебирал такую, вот, такие бумажки, вот такой коробочкой. Можно же взять вечер, вот так, достать такую коробочку, поперебирать там бумажки и вспомнить всю жизнь. Перебирал ее и наткнулся там на такую бумажку, сложенную пополам. Бумажка такая хлипенькая, маленькая, по краям пожелтевшая и почти перетертая по линии изгиба. Бланк. Я его развернул аккуратненько, чтобы не порвать, и читаю. Коагулограмма. Думаю, что это такое вообще? Я не знал. Посмотрел справочники, выяснил, что коагулограмма – это анализ крови на свертываемость. Но он не был заполнен, в нем даже не было проставлена дата в этой коагулограмме. Кто проводил анализ крови на свертываемость? Зачем, подумал я. И перевернул бумажку на другую сторону, на чистую сторону. И увидел там 2 строчки, написанные корявым почерком, таким вот крупным, таким корявым совсем. И явно плохой ручкой, которая плохо писала. Еще было видно, что человек наверняка писал на неровной поверхности, от этого буквы совсем некрасивые, такие корявые. Я свой почерк не узнал, и я не помнил, чтобы я писал эту записку. Я прочитал эти 2 строчки и не просто вспомнил. Я прямо там оказался. Я оказался там, в своем родном городе сибирском, в Кемерово, в тот день, когда родилась моя старшая дочь Наташа. Что я прочитал в этой записке? Я прочитал: «Я счастлив», 3 восклицательных знака. Всех обзвонил, точка. Мама приедет в воскресенье, точка. Написал с ошибкой, приедет. И дальше: спасибо за дочь, 3 восклицательных знака. Думаю, что это такое? Что это такое я написал? Для чего это я написал такое? Для чего вот это «спасибо за дочь»? Зачем? Ну что это? Это же не свойственное мне клише. Это я подслушал в какой-то песне. Зачем я вот это такое? А если бы сын родился, что, не радовался бы, что ли? Не благодарил? Ну что это написал? Потом с ошибкой написал. Что я еще увидел в этих 2 строчках? Я увидел человека, который всю ночь не спал, беспрерывно звонил в этот роддом, всем там надоел, несколько раз был послан. Под утро уснул в кресле рядом с телефоном, весь затек. Проснулся уже
После полудня от яркого такого осеннего сибирского солнца, которое било в незашторенное окно, вот солнце до меня добралось, я проснулся, подскочил, позвонил в роддом, узнал, что родилась дочь. Страшно засуетился, все, кого мог, обзвонил. Помчался на почту и тогда давал в последний раз телеграммы. Я очень хорошо это помню. Тогда последний раз писал перышком, вот таким. Потом поехал к роддому. Ну и зачем я туда поехал? Ну просто чувствовал, что надо поехать. Хотя я прекрасно знал, что тут к ним не пустят. Ведь это же всего-то немного лет прошло. А тогда ведь к ним не пускали туда. А присутствовать при родах никому в голову вообще не приходило. Никому. Ну, приехал. Ведь как было тогда? Через неделю выписывали так вот в окошко, как в столовой еду. Так раз такой сверток. Спасибо. Вот. Приехал я туда, к этому роддому, посмотрел в эти окна, я не знал, за каким окном мои. Послонялся вокруг этого дома, посмотрел на тех, кому уже кого-то в окно показывают. Посмотрел на тех, кому показывают, посмотрел на тех, кого показывают. Понял, что мне пока выпивать и веселиться рано, потому что мне еще ничего не показали. Я долго стучал в дверь, пришла ворчливая медсестра, я у нее попросил бумажку и ручку. Она поворчала и принесла мне вот этот бланк. И вот эту ту самую ручку, граненую, такую пластмассовую, с погрызенным колпачком, таким очень хорошо. Я сразу все вспомнил, все. Но внутрь она меня не пустила. И я встал возле входа в этот роддом, приложил бумажку к шершавой стене и написал вот эту записку. Из-за того, что было прохладно, от того, что ручка была плохая, от того, что нужно было вот так писать, она периодически переставала писать. Я тряс ей, потом опять писал. Я вспомнил все это отчетливо, вспомнил, какая была ручка, ее грани вспомнил. Я вспомнил, какая была шершавая стена, какая она была холодная. Я вспомнил даже, как солнце падало у меня из-за плеча, и как тень от ручки падала на бумажку и на стену. Я вспомнил все. Что еще я увидел в этой записке? Написано «Я счастлив», 3 восклицательных знака. Это написал человек, который знает, что принято считать, что когда родился ребенок, особенно первый, это очень большое счастье. И он сам себя уговаривает «Я счастлив». Он еще этого счастья не нюхал, он его в руках не держал, он представления о нем не имеет, но сам себя уговаривает «Я счастлив». Да? Написал с ошибкой, написал вот это вот клише «Спасибо за дочь». А когда спустя годы родился сын, Саша, я узнал о том, что он родился ночью, мне сообщили. И я никуда не помчался. Я просто включил свет, взял мобильный телефон, он уже тогда был, и набрал смс-сообщение. Набрал, думаю, что хорошие, чувственные слова. Ну, во-первых, второй ребенок, не первый, я уже долгожданный сын. Я был счастлив, подбирал какие-то хорошие, счастливые слова. Написал точно, без ошибок. И послал ей, точнее, им послал. Разумеется, это смс-сообщение не сохранилось, разумеется. Но не сохранилось того телефона, с которого оно было отправлено, не сохранилось того телефона, на который оно было получено. Бумажка маленькая лежит, а 2 телефонов нету. Это были железные предметы со сложной электронно-цифровой начинкой, с аккумуляторной батареей, с экраном. Тогда, когда родился сын, тогда эти телефоны были намного дороже по ощущениям, чем сейчас, относительно наших зарплат. Это вообще в социальном смысле даже была когда престижная вещь, мобильный телефон. Я даже не помню, как они выглядели, эти телефоны, какого они были цвета, какой модели, не помню. Но самое это забавное, что я не помню, куда они подевались. Кто-нибудь может так вот вспомнить, как он вот так вот совершенно сознание так вот подходит к мусорному ведру и выбрасывает туда мобильный телефон? Ну, если он, конечно, не агент спецслужб. Или не уходящий, не скрывающийся от закона человек. Нет, просто так, что подошел и выбросил мобильный телефон. Они же куда-то деваются сами по себе. Сами собой куда-то расползаются. А бумажки лежат. Но даже если бы я заучил то смс-сообщение наизусть. И что? Нет бумажки, нет почерка, нет вот этих корявых букв, нет того, что напоминало бы об эпохе, о воздухе и о том, как солнце падало из-за спины, из-за плеча. Бумажки хранят наше прикосновение и наши события. Они хранят не информацию, они хранят содержание. И храним мы, держим вот эти вот, перекладываем вот эти бумажки как самое ценное. Вот здесь у меня лежит вот совершенно вот бесценная вещь. Вот такая вот. Малюсенькая, я сейчас покажу. Вот она.
маленький кусочек бумажки, малюсенький. Это для меня очень дорогая вещь. Это билет автобусный билет маршрута номер 16 города Кемерово. Я купил его, когда учился в 8 классе. Почему я запомнил? Потому что мне приходилось в 8 классе ездить в школу автобусом. И поэтому я понимаю, что я тогда был куплен, потому что я нашел его в школьном блокноте, этот билетик, и вспомнил саму ситуацию. Почему он сохранился? Потому что у него выпало счастливое сочетание цифр, и я хотел его съесть, но забыл. Если кто-то не знает, то если выпадал счастливый билет, то нужно было загадать желание и съесть. А у меня никакого подходящего желания в этот момент не было. Я что-то ничего не мог выдумать и подумал, приберегу-ка я его к контрольной или к диктанту. Вот. И он сохранился, так вот лежит. Вот он, маленький кусочек бумаги. Сколько лет прошло? Тот автобус, в котором был куплен этот билетик, давно сгнил или утилизирован. Таких автобусов давным-давно не выпускают. Мало того, я справки навел. Завода того нету, на котором делали этот автобус. Билетик лежит. Сколько всего произошло за то время, пока лежит у меня этот билетик? Сколько в наших домах сменилось поколений телевизоров, которые мы каждый раз покупали как чудо техники и не представляли, что может быть еще более тонким и плоским телевизор. Сколько мы их выбросили, сколько их сгорело, этих телевизоров. Когда я покупал этот билетик, у нас дома стоял новый черно-белый телевизор. И это было нормально. Цветной было ненормально. Переезжали из городов в города, с квартир на квартиры. Что-то устаревало, какая-то мебель, какие-то люстры. Увозили какие-то шторы на дачу, какие-то ковры, какие-то стулья отдавали кому-то. На дачу увезли массу всего. Дача давно, в 2005 году, сгорела дотла к чертовой матери со всем этим хламом. Билетик лежит. Невозможно расстаться. Лежит здесь и напоминает. Напоминает о чем? Напоминает кому? Мне. О детстве, о том воздухе и о том, какой был запах в том автобусе, и как шипели его двери, когда они открывались. Вот это хранит бумага. Да что там наши семейные архивы? Это наши семейные вот эти вот коробочки. Археологи до сих пор на раскопках Великого Новгорода находят и намерены еще находить берестяные грамоты. Грамоты просто так назывались, записки, вот, которые они писали. Это вовсе не были грамотами каким-то там передовикам средневекового производства. Не-не-не. Это были записки. Маленькие размером со стандартную открытку. Были побольше, были поменьше. Ну, какие-то такие вот. Это были записки. Почтовой службы тогда не было, потому что эти записки 11, 12, там, 13 век. Ну, некоторым запискам по 1000 лет. Кстати, Русь-то крестили чуть больше 1000 лет назад, а 1000 лет назад уже активно люди писали. Причем самые простые. Почты тогда не было, и передавали эти записки с оказией. Там из города в город, например, с обозом каким-то. По городу могли передать с каким-то посыльным. Посыльным мог быть дворовый мальчишка, девчонка какая-нибудь, ну, друг, приятель, подруга, неважно. Эти записки люди читали, где прочитали, там и бросили, там и нашли. Просто в сырой такой болотистой земле новгородской, там они сохранились. Это совершенно записки вот абсолютно бытового содержания. Их найдено около 1000 штук. И в них столько жизней. Церковные книги того периода в Великом Новгороде практически не найдены. Это были ценные предметы, эти книги в золотых или там, серебряных окладах с драгоценными камнями. Их разворовывали, куда-то не сохранились. Но даже если бы нашлась какая-нибудь книга того периода, написанная, сделанная там на пергаменте, дорогая, красиво написанная, ну и что? Что там мы увидели бы? Только канонический текст, в котором не было бы ни слова про тех людей, которые держали эту книгу в руках. А в этих записках жизнь, и они поэтому сохранились. Да, бумага в то время на Руси уже была, правда, ее делать еще не умели, ее привозили. Ну, импортная, в общем, была вещь дорогая, она нужна была для церковных и для государственных нужд. Зато уж чего-чего, а берез-то на Руси всегда хватало. То есть бересты было, хоть запишись. И ведь писали люди, писали, можно было сказать, писали от края и до края писали. Вот, потому что берез хватало. Писали, потому что, хотелось людям писать и было на чем. Вот и писали от края и до края. Вот на таком вот материале, вот такой вот на этом. Материал, скажу вам, не самый податливый, не самый удобный для письма. Его чуть-чуть размачивали водой и писали такими вот железными палочками по этой бересте.
Эти палочки назывались писало. Так назывались эти палочки. Сначала на раскопках, на раскопках домов даже, начали находить вот эти палочки, прежде чем нашли первую записку. Не могли понять, что это такое. Такая длинная палочка, довольно красивая, кованая. Они были 4-гранные, 5-гранные, кованые, явно ковал кузнецкую палочку. Думали, может, это какой-то специальный гвоздь, но почему без шляпки? Потом предполагали, ну, зачем такой гвоздь дома хранить? Может быть, думали, это может быть такая шпилька или заколка, как у японок, у женщины пользуются. Потом нашли такую палочку, такое писало в кожаном футляре, который явно мужчина носил на поясе. Как кто-то сейчас носит мобильный телефон в футляре, а там палочку человек носил. Вот. И стало ясно, что эта палочка была нужна человеку в повседневности, и для чего-то, ну, как-то он ей пользовался. И только потом нашли, собственно, первую записку, которой около тысячи лет. Тысячи лет, маленькая записочка такая. И сопоставили, что вот чем писали-то. Вот эту вот палочку писали. Записку нашли такую. Пришли мне рубаху забыл. Вот весь текст. Все, больше там в этой записке ничего нет. Вот прочитали эту записку люди и поняли, что 1000 лет назад жили люди по-человечески. Забыл мужик рубаху дома, написал записку жене. Это нормально. А как вариант, не жене. А что этот мужик выскочил без рубахи из дома? Но самое удивительное было то, что стало ясно, что 1000 лет назад какой-то мужчина, скорее всего, написал женщине, и женщина могла это прочитать. Против этого прям вот возмущались европейские специалисты вот по славянской письменности. Они говорили, нет, 1000 лет назад не могли простолюдинки на Руси писать, потому что в Европе в это время женщины-простолюдинки не читали и не писали, не были грамотными. В Европе монашки, аристократки, понятно, но что простые. Но потом были найдены записки, вот эти вот грамоты, тоже тысячелетней давности, которые явно было обращением матери к сыну, например. И говорили, тогда, наверное, эта женщина продиктовала кому-то. Или если это была записка адресована женщине, ей кто-то ее мог прочитать. Но потом были найдены такие записки, которые, во-первых, мужчина писал женщине и не мог бы доверить кому-то, даже посыльному, это прочесть. Такие, ну, явно такого вот содержания, ну, в общем, секретного, скажем. И женщины писали такие записки, которые вряд ли могли доверить чьему-то уху или глазу эту записку. Вот, например, такая записка, где-то там чуть больше 900 лет назад, сестра родная пишет брату, очень красивый текст, послушайте. «Братец мой любезный, ежели ты браслет не сделал, так хоть серебро верни». Вот. Найдены были записки, которые явно писал 6-летний мальчик, потому что он подписался, обращался. То есть ясно, что 1000 лет назад тоже были вундеркинды. Как гордилась им бабушка, наверное, родители. Я 7 лет пошел в школу, и только там научился что-то там писать и читать. А там в 6 лет на бересте сидел мальчик, писал. Но самая удивительная записка, которая поражает воображение, она не самая удивительная, она меня поражает. Это такая, вот просто... Сложно себе представить, да? Это первое из найденных и самое древнее послание, любовное письмо, любовная записка на русском языке вообще. Самое древнее из найденных. Написала эту записку какая-то юная особа, барышня, девочка, молодая женщина. Мы этого не узнаем. Написала какому-то мужчине, парню, юноше. Мы этого тоже никогда не узнаем, потому что тот, кто ее получил, он ее порвал. Он порвал ее на 4 части, вот так. Видимо, раздражала его девушка. Порвал и бросил. Где бросил, там и нашли. Благо, порвал он ее по волокнам, потому что береста рвется по волокнам, порвал на 4 таких длинных лоскутка. И благо порвал вдоль строк, мы можем прочитать. Он еще умудрился 2 из этих лоскутков вот так вот завязать узлом, затянул и бросил. Ну, сильно раздражала, скорее всего, его девушка. Вот. Как раз этот узелок и найден. В этом узелке 2 лоскутка, 2-й лоскуток и 4-й. То есть почти начало письма и его окончание. То есть мы не можем всего прочитать письма, но понятно все. Сейчас я воспроизведу эти слова, и это, черт возьми, совсем ничем не отличается от того, какие мы писали записки в старших классах или в студенческих аудиториях, или то, что мы сейчас пишем в СМС-сообщениях. Ничем.
Сейчас я убежден, какие-то барышни или дамы легко узнают в этой записке какую-то свою жизненную ситуацию или жизненную ситуацию какой-то своей подруги, что приятнее. Вот эти слова. Они адаптированы, конечно, но не очень, не сильно. Это почти самое начало письма. Обращение мы прочесть не можем, оторвано. Кому он обращается, мы не знаем. Вот что мы читаем. «Посылала к тебе сегодня трижды. Что за зло ты на меня держишь, что в воскресенье ко мне не пришел? Может быть, тебе не любо? Было бы тебе любо, ты бы скрылся от людских глаз и примчался». Дальше мы не видим, оторвано, мы не можем прочесть. Там, видимо, что-то такое происходит драматическое, потому что тон письма меняется. А то, что мы уже можем прочесть, мы понимаем, что эта барышня опомнилась и просит не то чтобы прощения, но вот чтобы он не обижался, что все-таки, любит она его. И дальше мы пишем: «А ежели я тебя по своему безумию, то есть по глупости своей, задела, то, видимо, прости, извини», мы этого никогда не узнаем, оторвано. И окончание письма такое: «А ежели ты будешь насмехаться, то осудит тебя Бог и я». Вот так вот. Вот. Что мы здесь читаем? Это 4-я записка, потому что она 3 посылала. Ответа она не получила. И она, конечно же, переживает. Из этой записки мы узнаем, что у них была договоренность в воскресенье встретиться. Но эта встреча не состоялась. Хотя тогда же в воскресенье у них была переписка. Это ясно из письма, что они переписывались. И она ему писала, и он ей отвечал. Только она ему писала записки, а он ей отмазки. А она не верила, не доверяла, переживала. То есть он, может быть, писал там: «Не могу, в воскресенье родители напрягают, надо пойти в церковь», что это такое. Она не доверяла, писала, а потом опомнилась, пишет: «Ежели я тебя задела». Она употребляет слово «задела» ровно в том значении, в каком мы пользуемся этим словом сейчас. Это так удивительно. Разумеется, такого ни в какой церковной книге мы бы не нашли. И потом она пишет: «Осудит тебя Бог и я». Она пишет себя после Бога, но сразу после. Дерзкая была, дерзкая. И еще, вот смотрите, представьте себе, 4-я записка. На первые 3 он не ответил. Она, конечно, переживает, но записка написана очень аккуратно. Нежные девичьи пальчики, железная палочка граненая, неудобный, неподатливый материал береста. Она пишет, но без помарок, то есть характер, чувствуется характер. И ни одного грубого слова в записке. Ни одного грубого слова. Ни в одной записке XI века вы не найдете ни одного грубого слова. Потому что человек не мог написать грубое слово. Потому что человеком тогда процесс написания ощущался как процесс сакральный, чудесный. Для человека было чудом, что сама возможность того, что вот то слово, которое он думает, говорит, его можно записать, и слово становится сущим. Его можно коснуться руками, его можно взять в руки, его можно передать в другой город, его можно сохранить. Это было удивительно. На многих грамотах XI века мы можем видеть в начале письма такой вот крестик, и по окончании крестик. Сначала ученые не могли понять, что это такое, а потом догадались, что таким образом человек записывал, письмом записывал, фиксировал, что он перекрестился, прежде чем начать писать, и по окончании тоже перекрестился. Как вот когда мы заходим в церковь, крестимся, и выходим, крестимся. Вот как бы такое. Вот это вот было. Ни одного грубого слова. Хотя найдены записки, которые явно писали друг другу закадычные друзья, которые при встрече вполне могли употребить все те слова, которые мы знаем. Тогда они уже были, эти слова. Но написать не могли. И поэтому эти письма, в них такие формулировки. Когда мужик не имеет возможности материться, он формулирует. Вот. И сейчас я воспроизведу. 1000 лет назад явно закадычный друг пишет закадычному другу. Какая там формулировка, потому что мужик не мог... Он бы хотел, наверное, но не мог сматериться. Записать было невозможно. Не мог себе позволить. Это моя любимая записка. Слушайтесь. «Зайдет к тебе Андрей, так отдай Андрею рубль. Ежели ты рубль Андрею не отдашь...» И вот дальше идет формулировка. Готовьте сейчас. «Ежели ты рубль Андрею не отдашь, так весь срам от Андрея мне, так он твой». Вот. Каково, да? Я хотел бы познакомиться с этим человеком. Хотел бы. Мы никогда не узнаем, как звали ту девочку, которая написала вот эту вот любовную записку. Мы не узнаем, как она выглядела, что с ней случилось, какова была ее жизнь. Мы этого не узнаем. Понятно, потому как была порвана эта записка, вот, и этот узелок завязан, что вряд ли у нее что-то хорошее случилось с этим парнем, которому она писала. Но
Даже если бы нам показали фотографию этой девочки, цветную, мы все равно бы не смогли бы так много понять и почувствовать про этого человека. Мы в этой записке ее видим, мы ее слышим, мы чувствуем, что она, и понимаем, что она ничем от нас не отличается. Она переживает ровно то же самое, что мы переживали или переживаем в этот момент. А это было 1000 лет назад. В этих ее строчках, в этих ее буковках мы слышим живого человека, которому точно сочувствуем и почти ее любим. Потому что в этой записке, в этих буковках, в этих строчках за 1000 лет не остыла любовная мука. Думала, что успокоится ретивой. Зато как легко, как спокойно, весело, без всяких проблем вот так вот падают пальцы на клавиатуру компьютера, да, вот так вот, все пальцы. Тогда палочкой на бересте не могли грубое слово написать, а сейчас всеми пальцами в интернет, раз, и такую мерзость туда. Такие мерзости пишутся, набираются на этих клавишах. Буквы-то сами по себе прекрасные, буквы ничем не виноваты, но из них складываются такие чудовищные слова и такие отвратительные смыслы. И пишется это не какому-то отдельному адресату, который, может быть, и заслуживает таких слов. Пишется это просто в социальные сети, куда-то читайте все, пожалуйста. Женщины, дети, кто угодно, читайте. И в какой-то момент, когда читаешь какую-то мерзость в интернете, возникает ужас. А вдруг это написала женская или детская рука? Потому что никаких признаков реального человека-то нет. Нет почерка, признаков нету совершенно. Нету. Полная анонимность и безответственность. Казалось бы, процесс работы на пишущей машинке, он похож, правда? Ну, то есть и тут клавиатура, и здесь клавиатура, здесь буквы в том же самом порядке расположены, и тут нет почерка, и здесь нет почерка. Но на самом деле процесс работы на пишущей машинке, он не просто другой, он не просто сильно отличается от работы на компьютере, он отличается космически, потому что здесь используется бумага. Потому что если ты набрал что-то на компьютере, какую-нибудь мерзость, глупость, набрал, потом опомнился и стер, в этот момент ничего не случилось, ничего не пропало, ничто не испорчено. Правда ведь? Ну ничего в этом. А если написать мерзость на листе бумаги, а потом опомниться, ты понимаешь, что ты испортил лист бумаги. А лист бумаги можно заменить только другим листом бумаги. А другой лист бумаги – это другой лист бумаги. Немного, но и немало. Это просто другой лист. Космическая разница. Потому что еще лист бумаги хранит свою белизну идеальную только до одного прикосновения. Даже если поранить бумагу карандашиком один раз, хоть застирайся потом ластиком, хоть зазабеливайся, все равно идеальная чистота листа только на один раз. И от того, что в пишущей машинке использовалась бумага, поэтому бумага хранила очень много признаков того человека, который работал на пишущей машинке. Что по лоскутку бумаги с набранным на машинке текстом специалист, криминалист мог очень многое определить по того человека, который работал. Но во-первых, у каждой серьезной фирмы, которая делала пишущие машинки, был свой неповторимый шрифт. У знаменитого Ремингтона, американского, был свой культовый шрифт, абсолютно культовый. У немецкого Ундервуда другой культовый шрифт. И криминалист мог понять, какая машинка, какой модели приблизительно, какого года выпуска. То есть он мог понять, дорогая у человека машинка или нет. Если дорогая и хорошая, значит, человек много работает на машинке. Что еще? Можно было определить состояние машинки, как она, отремонтирована или не отремонтирована. Если отремонтирована, значит, аккуратный человек. Не ремонтированная машинка, значит, не очень аккуратный человек. Потом бумага хранила, что? Она хранила силу удара, которая вот наносится по клавише. То есть, как литера ударяла, чем глубже, значит, сильнее был нанесен удар. По клавиатуре компьютера можно хоть молотком бить, да? Никакой разницы. А здесь можно было очень точно определить силу удара. И поэтому можно было понять, мужчина писал или женщина. Не потому что женщина слабее, нет, просто чаще всего у женщины были длинные ногти, поэтому она ударяла по клавише не сверху, как мужчина, а чуть сбоку, чтобы не испортить ноготь. И от этого чуть-чуть менялся угол атаки литера по бумаге.
Можно было точно определить, квалифицированный работал человек или неквалифицированный на машинке. Неквалифицированный как работал? Помните? О. Вот так. Причем меня все время удивляло. Держал две руки, но работал одной. Да. Он же вбивал эти буквы в бумагу просто как гвозди. Логика же простая. Чем сильнее бьешь, тем меньше ошибок. Правильно? Это точно такая же логика, как когда разговариваешь с иностранцем, надо просто чуть погромче говорить. Вот. А когда работал квалифицированный человек на машинке, он работал многими пальцами или всеми. У каждого пальца разная сила удара. И поэтому по определенной схеме можно было довольно точно определить, работал кто на машинке, левша или правша, специалист или не специалист. Вот потому что бумага. Но век пишущих машинок закончился, потому что их больше не выпускают в мире. В 2010 году закрылась последняя в мире фабрика по производству механических пишущих машинок. Английская фабрика такая, да, древняя, закрылась в Дели, в Индии. Больше теперь машинки пишущие выпускать не будут никогда, а производство их закрылось навсегда. И исчезают очень быстро те люди, которые были специалистами по машинкам. Вскоре уже невозможно будет отремонтировать машинку. Специалисты исчезают. И в каких-то малых городах уже вовсе нет ни одного человека, который мог бы починить старую пишущую машинку. Но мы их не выбросим все равно. Мы не выбросим эти прекрасные предметы, вот эти вот чудесные, маленькие, большие, вот это вот компактное, вот это вот побольше. Вот это итальянское, а вот это вот немецкое. И у них у всех были разные звуки. Они были чудесные предметы. Чудесные. Я просто хотел бы купить кучу, но некуда ставить. С ними невозможно расстаться. Они же украшают любой интерьер. Можно поставить в кабинете, можно в конференц-зале, в какое-то кафе, не знаю, в джазовом клубе. Где бы ее ни поставил, она везде украшает интерьер. Любой. Вот. Потому что прелестная вещь. Как можно выбросить машинку, тем более, которая, например, досталась от бабушки или дедушки? Вот это у меня стоит машинка, вот здесь вот, Орго Приват, немецкая, а вот это вот Алинти, итальянская. Прекрасная машинка, чудесная. Вот это 34-го года, а это 32-го. Как они, в каком они состоянии? И на них можно работать до сих пор. Вот чуть-чуть смазал, подремонтировал, и хоть запишись. Ой. У меня у бабушки и дедушки не было пишущей машинки. А я в детстве просто мечтал иметь пишущую машинку, потому что на ней было так приятно стучать. Просто так, даже без бумаги. Вещь была приятная. Купил себе машинку, поставил ее в рабочем кабинете у себя дома на подоконник, подхожу ее просто погладить иногда. Просто погладить, что-нибудь там покрутить. Она же звуки издает приятные. А дети в каком восторге? Они могут на ней стучать часами в 4 руки. Просто, даже без бумаги. Их радует то, что в этой машинке все шевелится, все звучит, все каким-то образом, все на что-то отзывается. И все издает особенные звуки. И само усилие, которое ты прикладываешь при ударе по клавише, тоже приятное. Вот такое, какая-то вот такая вот приятная тяжесть в этой вот самой и в том, что происходит в связи с тем, что ты нажимаешь на эту клавишу. А какие она издает звуки? В ней все звучит. Вот послушайте же. Что еще? Вещь. А куда подевались те компьютеры, которые мы покупали 20 лет назад? Которые мы мечтали во сне, думали, как бы мне купить компьютер, тогда моя жизнь изменится. Я отлично помню, как я купил первый свой компьютер. Я ничего в жизни дороже относительно того, что я зарабатывал, никогда. Это была самая дорогая моя покупка относительно того, что я имел. Я просто даже не с чем сравнивать то ощущение, которое я испытал, когда купил компьютер. Я купил страшно дорогую вещь. Мне показалось, что я тогда полдуши дьяволу заложил, чтобы купить этот компьютер. Я когда его домой принес, этот компьютер, распаковал, я понял, что он дороже меня. Потому что для себя я железную дверь на квартиру не ставил. Я поставил железную дверь для компьютера. А что это было? Вот такой вот маленький пучеглазый монитор с такой длинной трубкой. Вот такой вот процессор, который стоял на полу и гудел. Им можно было запросто отапливать малогабаритную квартиру. И он так гудел,
что дня через 2 ко мне снизу пришли соседи, такие пенсионеры, так спросили так робко: скажите, пожалуйста, а вы долго будете еще стирать? А после вот этих вот первых компьютеров, помните, через некоторое время пошло что? У него Пентиум. Пентиум у человека, Пентиум. Люди приходили в гости посмотреть на Пентиум. Человек с Пентиумом тогда был круче, чем сейчас человек с Бентли. Сейчас покупаешь новый компьютер, вот так выбираешь его, думаешь, ну вау, ну уже тоньше быть не может. Куда еще тоньше? Ну это же чудо, это же такие дизайнеры делали, это такая красота. Через 2 года стыдно на люди показаться со старьем. Через 3 года понесешь его выбрасывать ночью, чтобы никто не видел, на какой дряни ты там работаешь. Ни один мобильный телефон, даже золотой Верту с какими-нибудь бриллиантами, никогда не станет украшением интерьера. Он станет, наверное, экспонатом музея. И этот экспонат будет говорить про нашу с вами эпоху не очень хорошо. А карболитовый телефон с таким вот диском уже он не работает, но он у меня есть, он просто стоит и украшает помещение. Потому что вот эти предметы сделаны только для того, чтобы как можно быстрее устареть и начать вызывать одно только желание: выбросить и купить новый, выбросить и купить новый. Все эти компьютеры, которые тогда мы покупали за такие бешеные деньги, кто-то их хранит, у кого-то они украшают интерьер, да нет. Все это выброшено давно на помойку или где-то хранится где-нибудь в гараже, и только вот по той причине, что руки не дошли пока еще это все вышвырнуть. А вот эти предметы делались для того, чтобы многие десятилетия, а может быть и столетия, человек мог работать и писать прекрасные слова. Машинка проработала и послужила человечеству больше века. Первая машинка была запатентована в 1867 году. Это была знаменитая машинка «Ремингтон и сыновья». На такой машинке работал Марк Твен. И первый большой крупный роман, крупное литературное произведение, первый такой прекрасный текст, набранный на машинке сразу изначально, была история про Тома Сойера. А теперь их больше не будет. И писатели новой эпохи, новой поры уже не оставят после себя черновиков, вот этих вот коробок с рукописями. Не останется от них бумажных переписок с какими-то коллегами. Не останется. Уже рукописи как таковых-то нет. Посылается это все вот это в издательство по электронной почте. Даже не на бумаге. Но человечество накопило большие бумажные архивы. 2000 лет существует бумага. 2000 лет назад китайцы как-то так вот случайно придумали бумагу. Вот. И человечество пользуется бумагой вот уже 2000 лет. И, конечно, бумажные архивы значительные накоплены. Они еще до сих пор не разобраны. Но когда мы разберем эти бумажные архивы прошлого от нашей эпохи, от наших поэтов, от наших философов, от наших литераторов и ученых, не останется бумажных архивов. Но еще, правда, есть где поковыряться, еще достаточно бумаги накоплено. Еще есть где вот поперебирать бумажки, вот эти архивы не разобраны еще до сих пор. Еще очень много чего бумажного еще не прочитано. Вот. Ну, в основном, конечно, это чепуха и мусор, но даже бухгалтерские записки, какие-то бухгалтерские отчеты столетней давности приятно полистать, почитать, потому что там же другой стиль, и там почерки, там совсем другая эпоха, все это чувствуется, все это интересно. Гораздо, конечно, интереснее иметь возможность заглянуть в рукопись какого-нибудь писателя или поэта. Лучше какого-нибудь такого писателя или поэта, которого ты хорошо знаешь, прям со школьной поры. И несмотря на то, что этот писатель входил в школьную программу, ты все равно смог его полюбить. Вот. Ну, например, какой-нибудь такой роман, который в школе тебе всячески пытались отбить желание его как-то понимать. Вот. Но ты все-таки смог его прочесть, потом перечитал, а потом в разные свои эпохи и периоды жизни ты возвращался к этому роману. И вдруг у тебя есть возможность заглянуть в рукопись этого романа. И что ты там видишь? А ты видишь там почерк писателя. А писатель этот, он гений. Он гений. И его именем, в каждом городке, городишке каком-нибудь, есть хотя бы переулок его имени. А в столице есть обязательно и площадь, и станция метро, и вообще он гений. Но помимо того, что он гений, он же был еще философ, он был энциклопедист, он был гуманист. Черт возьми.
Ну, такое написал человек. Ну, как это вообще может? В голове же не укладывается. Он в рамки и в какие-то границы обычного человека не укладывается. Абсолютно не помещается он. Так смотришь на это его собрание сочинений, думаешь, он, наверное, и в туалет-то не ходил. Но ему было некогда и нечем. Святым духом должен был питаться человек, такой гений. А тут заглядываешь в его рукопись и видишь путь, который прошел писатель от пролога романа к эпилогу. И ты видишь, как он был счастлив в начале, как он писал, у него все получалось, потому что листы такие легкие, сама рукопись такая чистая, в ней почти нет помарок, а потом стало сложнее. Потом он уперся во что-то, уткнулся в какой-то эпизод и не мог его писать, и явно и гневался, и переживал, и, возможно, и плакал, комкал бумагу, рвал, много перечертывал, а бумага же хранит то, что ее смяли. Он потом смял, потом, наверное, опомнился, разровнял, положил в общую рукопись. Но бумага хранит то, что ее сняли. Бумагу же невозможно разгладить идеально, даже утюгом. И там все видно. Вот бился он над каким-то фрагментом, неделями возвращался, перечертил, переписывал, а потом мы не видим этого фрагмента в окончательном варианте романа. Значит, не получилось. Значит, не смог гений, не совладал, отказался, не справился. И вот ты понимаешь, что он гений, да, там монумент такая вот глыба, а не человек. А почерк корявый. Так думаешь, интересно, как-то у него мог быть такой корявый почерк-то, что это такое? А потом читаешь на какой-то 23-й странице, бах, и увидел ошибку. Не описку, а ошибку, грамматическую. Думаешь, ну нет, это совершенно случайно, этого не может быть. Он же не такой, как я, правильно? Он гений. Дальше читаешь, еще через 3 страницы, бах, повторилась ошибочка. Ты думаешь, он не знал, как пишется. И тут же этот монумент исчезает, и слетает с него бронза. И сквозь эти названия улиц и станций метрополитена проступает тут же живой человек. Живой, с корявым почерком, и который не знал, как пишется вот это слово. И сразу же ты начинаешь этому писателю и ему, и его литературе, его романам, его философии гораздо больше доверять. И ты понимаешь, что он, да, он гений, но он живой человек, и он просто это смог сделать, то, что сделал. И ты начинаешь его сильнее любить, и любить его литературу и философию, и жизненный путь его любить гораздо сильнее, потому что восхищаться монументом – это не так радостно и приятно, как любить живого человека. Или можно увидеть целый день жизни поэта на одном листе, вот так. В музей прийти, посмотреть его, вот листочек. Наш же поэт, он быстро писал, а там вот на этом листе все видно. Он писал быстро, у него был отвратительный почерк. Как он его сам разбирал, не понимаю. Только почерковеды, и он сам мог разобрать, потому что у него муза была такая, она ему очень быстро диктовала. И он быстро писал, не успевал там красиво, витиевато писать, писал вот так вот. Быстро ему муза диктовала. И вот видно, начал лист очень быстро, там закончился предыдущий лист, быстро, и тут 4 строчки, так, она диктует, и тут раз, кто-то музу спугнул, ну, видимо, жена прошла мимо, муза, ну, понятно, улетела, и он как-то сбился, вот прямо посреди 5-й строчки он сбился, раз, муза улетела, он так, оп, мысль потерял и вывел какой-то такой бессмысленный вензель какой-то, вывел. И задумался, а что дальше писать? И вот так, видимо, держал перо, потому что видно, что упали капельки с пера на бумагу. Одно побольше, пятнышко, другое поменьше. Посидел так, подумал, что-то ему в голову ничего не пришло. Думал и начал калякать. Раз накалякал с правой стороны от написанного. Себя в профиль с бакенбардами накалякал. Потом посидел еще немножко, слева нарисовал, накалякал себя на лошади. На коне вот так нарисовал. Потом какую-то палочку стал рисовать, палочку, веточки какие-то пририсовал, посмотрел на это, сделал из этой веточки дерево, посмотрел еще так, листву вот так нарисовал, значит, еще посмотрел, раз на это дерево, цепь, оп, посмотрел еще, посидел, и кота туда, раз, и тут муза вернулся, все видно. А какой нынешний поэт что-то сейчас нарисует или накалякает на полях? На каких полях? Чем? И когда писатель пишет или поэт что-то и делает ошибку, ему компьютер эту ошибку подчеркивает и выделяет. И не сможем мы заглянуть в рукописи этих писателей.
новой поры. Стерильные их тексты. Не сможем мы увидеть то, как он боролся за чистоту и красоту слова и силу композиции. Потому что здесь никаких признаков ни усилий, ни прикосновений не остается. И летят эти стерильные тексты в издательство в виде писем электронной почты или просто передаются в виде флешки. А я очень хорошо помню, как бумага вошла в мою жизнь как очень важная составляющая этой жизни. Очень хорошо помню. Ой, просто отлично помню. Мне было 4 года. Я отчетливо помню мамин крик. Мама так закричала отчаянно, вот так вот как-то сокрушенно закричала. Вот так, ну зачем ты это сделал, зачем? Она подошла ко мне, я испугался очень, я даже не понимал, что же такое случилось. Она взяла меня под мышки со спины, вот так вот, и подняла над столом, вот так. А на столе лежал вот такой вот лист бумаги, только больше. Вот такой большой лист, и на нем было много красивых линий. Линии были такие толстые, четкие, тоненькие совсем, все были красивые, такие почти невидные такие линии были. И очень красивые буквочки, все было циферки, все было очень красиво. И этого всего было много. А вот тут были такие мерзкие колябушки, такие синие пасты, вот так. Ты зачем это сделал? Зачем? Я же только на минутку отошла воды попить. А ты что, не мог за ним присмотреть? Это она уже отцу сказала, мама. Она так села рядом со мной на стул, вот села вот так. А я же маленький рядом стоял, я видел, как у нее рука вот так опустилась на колено вот так вот, а потом соскользнула и вот так повисла, совершенно безвольно вот так. Я мама сказал, ну что, мне еще 3 ночи над этим чертежом горбатиться и слепнуть. И мама заплакала, тихонечко так заплакала. И в этот момент я понял, что к бумаге надо подходить как минимум с идеей. А хотелось калякать. Вот. И для этих нужд мне приносили с работы родители испорченные листы бумаги, с одной стороны, я на них калякал. А сейчас дети перестали калякать. Нет, рисовать они рисуют, калякать перестали. Я просто внятно и отчетливо разделяю понятие рисовать и калякать. Рисовать рисуют. Еще есть уроки рисования в школе, правда, такие уроки. То есть ребенок, собственно, не мог перед родителями особо 5 по рисованию не похвастаться, и за 2 его тоже сильно не накажут. Вот. По рисованию. Ну, рисуют. А некоторые родители идут дальше, они отдают своих детей в художественные школы, а там, ну, потому что нужно, чтобы дети, они же как-то чувствовали прекрасное, чтобы у них было видение, перспектива. Они там рисуют прекрасные вещи. Вот сегодня нарисовали рыбку, на следующий день репку, потом гипсовый шарик нарисовали. Бабушки очень любят, когда внучки рисуют. Они думают, наверное, про себя бабушки. Рисуй, внучок, может быть, попозже станешь курить. Какая связь, не понимаю, но... А каляканье – это совершенно другое дело. Каляканье. Даже тот ребенок, который рисовал в школе по указанию учителя, потом калякал. И это были разные процессы. Потому что когда калякает такой парень лет 7, танковое сражение, в этот момент то, что это танки, понятно только ему. Он в этот момент не создает какого-то полотна или какого-то такого вот рисунка, который бы он повесил бы на стену или порадовал бы бабушку, или поучаствовал с этим рисунком в конкурсе детского творчества. Он просто видит это сражение. Он видит, он в нем участвует, он его наблюдает. И танки же у него по бумаге едут, они ползут и гудят. Двигатели этих танков его голосом. Эти танки стреляют его голосом, они взрываются его голосом. И как это обычно выглядит? Вот так вот с этой стороны обычно ползут наши танки, а с этой не наши. И у наших приятный звук двигателя такой благородный, а у не наших неприятный. Это все такое... А потом начинается... И эта нижняя часть листа плотно закалякана танками, сверху начинают плотно лететь самолеты. И бомбить это сверху. Карандаши все изломаны, фломастеры во. Бой закончился. Вот. Я же прекрасно помню, что я это делал. Но к этому моменту, как-то я довольно основательно про это забыл и вспомнил по случаю, потому что как-то был пролетом в Москве, и меня мои приятели
семейная пара, попросила, я хотел у них переночевать, они попросили меня остаться с их сыном, 7-летним, парнем таким, потому что им хотелось куда-то пойти повеселиться и его оставить со мной. Но я был не против, а вот как раз парень был не очень за. Он как-то критично отнесся к идее, что его вообще нужно оставлять, и тем более и кандидатура моя у него не вызвала никакого восторга. Вот, я ему предложил, когда родители ушли, предложил ему что-то, чем-то позаниматься, что-то вместе почитать. Он на меня так посмотрел, я понял, не буду ему вообще ничего предлагать. Он ходил, слонялся, всем своим видом показывая свое вообще презрение мне и всей ситуации, вообще, как он возмущен. Потом принес листок бумаги и 2 карандаша, синий и красный. Синий был такой маленький, уже активно он им пользовался, красный не очень. Он попросил меня их подточить, я их подточил. Он положил лист бумаги вот так на стол, вот так положил. Долго на него смотрел, стоя, не сидя. Он так вот смотрел, а потом взял карандаши вот так в обе руки, вот так. И как давай неожиданно так. Он далеко уходил еще за пределы листа, вот так вот широко. Еще кричал так, бей сюда, сюда. Потом он остановился, отдышался, переложил карандаши из руки в руку. И опять, бей сюда. Потом он резко закончил, потерял к этому всякий интерес, положил карандаши и ушел. Я взял этот лист бумаги. Он полностью был исчеркан вот такой. Я посмотрел, у меня не возникло ни одного варианта предположения, что же это может быть такое. Я тогда его позвал, спросил, слушай, а что это такое? Он не сразу вспомнил. Он еще посмотрел на это, вот на это и на меня с таким видом, мол, а зачем ворошить давно прожитое? Далось тебе это. И потом так сжалился надо мной и сказал, вот так, что так, это был футбол, мы выиграли 4-1. И в этот момент я вспомнил, что я тоже это делал. Я возвращался из кинотеатра, смотрел фильм про Зорро, возвращался и смотрел этот фильм по-новому. Тогда же не было видеомагнитофонов. Я его таким образом и просматривал или пересматривал любимые фрагменты. Или мог посмотреть даже вообще несуществующее продолжение этого фильма. Стал бы я это делать сейчас, будучи ребенком? Да ни за что, да зачем? Во-первых, я любое кино могу посмотреть, из телефона могу посмотреть, в любом месте, всегда. Я попытался своего сына, которому было тогда 9 лет, попытался ему как-то объяснить всю прелесть калякания. Он не понял. Он не понял моих восторгов по поводу вот этих воспоминаний. Но я тоже понимаю, конечно, его можно понять. Сейчас же такие компьютерные игры. Ребята, сейчас такие компьютерные игры. Я говорю это абсолютно серьезно, вообще без всякой иронии. Это так талантливо придумано и так талантливо сделано. Причем сделано талантливо теми людьми, которые много, видимо, искалякали бумаги. И теперь они сделали такие игры, там так все здорово придумано. У меня есть приятель, я сам-то не играю, а у меня есть приятель один, у которого такая шикарная аппаратура, такая огромная, он там сидит целыми днями и ночами, звуковой аппарат прекрасно. Я к нему пришел, а он играет в это время. Он не мог на меня обращать внимание, а я меня заинтересовал, думаю, посмотрю-ка я. Думаю, минутку посижу, вот так, присел на минутку присел, так, присел на минутку, встал, 3,5 часа. Вот так, 3,5 часа. Как оторваться-то? Там же такие танки, там такие самолеты. Там так все летает, там так все стреляет, там так все придумано здорово. Этим играм не надо помогать. Своей фантазией, своим голосом, своим карандашиком и своим истертым фломастером. Для маленьких парней лист бумаги перестал быть объемным. Чистота листа уже не будоражит воображение, не затягивает туда, в глубину этой белизны, вот этой чистоты. И исчезнут из наших домов. Или в новых домах не появятся истерзанные, искаляканные листы бумаги, альбомы для рисования, где на каком-то листе может быть все вот так вот исчеркано, а на каком-то листе вот такая маленькая, такая зелененькая такая козявочка какая-то вот нарисована вот тут, вот сам угол, малюсенькая такая. Я спрашиваю, что тут-то не рисуешь? Нельзя. Я говорю, почему? Как ты не видишь, закончено. Вот. Исчезнут коробки с карандашами, вот эти приятные карандаши, которые было так приятно грызть, с одной стороны. Особенно приятен был первый укус
Ну, карандаш. Это такой вкус и сам по себе звук. Как бы я хотел бы, чтобы выпустили конфеты с этим вкусом и хрустом. Исчезнут из наших горы вот этих высохших до каменного состояния фломастеров, которые мы все равно не выбрасывали. Почему? Потому что все равно оставалась надежда. А вдруг кончатся боеприпасы? Вдруг. И всегда же была надежда долить туда немного одеколона, и чтобы еще хватило на последний выстрел из танка. Ах, уйдут из наших домов, уйдут письменные столы. Потому что мы перестали писать за столами. А если мы перестали за ними писать, значит, у них не будет вот этих вот ящиков отвижных. Они будут не нужны. Там, где хранились ручки и бумага, не нужны будут. И если мы не пишем за письменными столами, значит, не будет письменных столов. Какие-то другие будут, но не письменные. Мы сначала перестанем их так называть, а потом перестанем их делать и покупать. Исчезнут из нашего жилья книжные полки, шкафы, стеллажи, библиотеки. Наши внуки и дети поберегут наши книги. Но они будут беречь эти книги как память о нас. Но не для чтения, потому что они будут читать электронную книгу. Она и сейчас-то очень удобная. А какая она будет через 5 или 10 лет, даже сложно себе представить. Наверняка она будет совсем удобная. И она будет такая вместительная, что даже представить себе невозможно. А книги, наши книги, в новые дома, которые еще пока не построены, не поедут. Потому что пока еще не спланированы и не построены такие дома. Но они будут спланированы, спроектированы и построены. Те дома, где уже на уровне проекта не будет запланировано в этих домах место для библиотеки, книжного шкафа, для рабочего кабинета с книжными стеллажами. Книга, а точнее бумага в виде книги, исчезнет из самой философии жилья. То есть в новом жилье не будет вот этого. Вот этой вот красоты. Ну, потому что это занимает много места, это неудобно, правда, пылесборник. Во время переездов каких-то, как эти книги перетаскивать? Куда их? Мне одна знакомая сказала, я пришел к ней после ремонта, а у нее дома ни одной книги. Раньше было много книг, а тут ни одной. Я спрашиваю, слушай, а куда книги-то делись? Говорит, ты знаешь, что выяснилось-то? Почему я так себя плохо чувствовала? Оказывается, у меня аллергия на книжную пыль. Я говорю, серьезно? А на пыль какого издательства? Исчезнут, не поедут. И не будет вот этого прекрасного ритуала, который когда-то был, когда подходишь к книжной полке, вот так вот. Какой-нибудь дом, говорю, какая у вас прекрасная... Ой, что я вижу, у вас же весь Стендаль, весь. А можно вот это, как вам повезло, какой у вас есть прекрасная книжка, можно взять, почитать? Хозяин, конечно, берите. Галочка, запиши, пожалуйста, запиши. Исчезнет вот эта вот красота. Вот эта стройность, вот эта теплота не будет. Ну что ж, не будет и не будет. Многого уже из жизни бумаги до нас не дошло. Многое не дошло до нас. И ощущается нами теперь как что-то старорежимное, даже аристократическое или стилеобразующее. Кто, например, всерьез дома пользуется пресс-папье или ножами для вскрывания конвертов или для разрезания бумаги. А это раньше было в каждом доме, где писали и читали. Это было просто нормальными повседневными предметами, ничего особенного. Сейчас это все только можно купить в антикварном магазине. Купил себе пару пресс-папье, прелестные вещи. А ножи какие красивые есть для разрезания бумаги, для вскрывания конвертов. В основном это делали англичане и французы. Очень разные стили, но это такие прелестные предметы. Они бывают медные, бронзовые, стальные, серебряные, позолоченные, с такими и сякими ручками. Я видел костяные ножи для разрезания бумаги, очень красивые. И слоновой кости. О, прелесть! Купил себе, просто потому что не смог не купить, в антикварном магазине нож, длинный такой медный нож, английский, конца 19 века, для вскрывания конвертов. Длинный такой, с костяной ручечкой. Купил и положил его на стол любоваться. Любовался, прихожу когда домой, нету. Кинулся искать, где нашел? На кухне, понятно. Его там даже помыли. Но я его вернул, положил на место и воспользовался им только однажды. Один раз я воспользовался и понял. Вот не ушла эпоха и нечего. Вот как это случилось? Значит, как-то был такой день непогожий, был такой, все нехороший какой-то был день, и я весь день прослонялся
по дому в халате. Ну, только не подумайте, я из себя аристократа не изображаю, даже для близких, для своих домочадцев. У меня не такой халат, знаете? Не шелковый. Просто, обычный халат после душа. Но то, что я был в халате, это был определяющим моментом явилось. Это был главный фактор, что я был в халате. Хотя и после душа. И тут пришли, я слоняюсь в халате, и тут кто-то принес из домочадцев, принес все то, что достал из почтового ящика. Мы же сейчас почтовые ящики редко проверяем. Это раньше мы проверяли 2 раза в день, потому что утром приносили какие-то газеты. И потом еще раз приходила почтальон, который приносил еще журналы, может быть, какие-то газеты, вот такой как бы ближе к вечерним, или же могли донести письмо. Ну, просто 2 раза в день проверяли почтовый ящик. Ждали писем. Сейчас же мы писем не ждем, открыток не ждем, газеты не выписываем, журналы тоже. И иногда проверяем почтовый ящик, когда он уже становится круглый такой от того мусора рекламного, который туда наталкивают. Но правда, мне еще пока вот пишут письма 2 организации. Я не знаю, как вам, но мне в Калининграде пишут письма из налоговой и из ЖЭКа. В тот день мне написали из ЖЭКа. Но это было письмо в конверте. И тут, понимаете, так сложилось. Приносят письмо, я стою в рабочем кабинете, вот лежит этот нож красивый, и я в халате. И мне пригрезилось. Я прямо увидел себя персонажем старого довоенного черно-белого американского фильма 30-х годов прошлого века. Я такой аристократ, черно-белое кино. У меня халат такой вот прошитый ромбиком. И здесь вот так вот здесь пояс с кистями. Я значительно выше ростом, аристократ. У меня за спиной прекрасная библиотека, такие фолианты от пола до потолка, резные полки, дубовая красота. У меня здесь так на голове сеточка. Идеально уложены волосы блестящие. Я курю сигару, и она уже короткая, и от этого дым попадает в глаз, и я щурюсь. И в этот момент, представьте, мой дворецкий приносит на серебряном подносике утреннюю корреспонденцию. Я принял письмо, вошел в образ, взял нож и тут же столкнулся с проблемой, что конверт настолько плотно заклеен, что я туда не могу вставить лезвие. Ничего, я вышел из образа, быстренько проковырял, опять вошел в образ, вставил в это отверстие нож и задумался, как его вскрывать. Одним плавным движением вот таким, или же как консервную банку, вот так. Но благо вспомнился наш старый любимый фильм про доктора Ватсона и Шерлока Холмса. Там доктор Ватсон вскрывал письмо 2 плавными движениями. Так, раз, два. Я так сделал, раз, два. Порвал пополам эту дрянь к чертовой матери вообще. Еще скомкал, порвал, бросил и пнул. У меня случилась короткая истерика. Ну, я, правда, быстро себя успокоил. Я сказал сам себе, успокойся. Успокойся и пойми, что ничего хорошего нормальному аристократу из ЖЭКа не пришлют. Вот. И письмо такое надо вскрывать, как дедушка учил. То есть взять его, посмотреть на ощупь, где письмо само, и вот с этой стороны от Марти, так взять, так, тын-тын-тын-тын, как мышка, так, тын-тын-тын, оторвать краешек и достать письмо. Так дедушка учил, потому что первое письмо, которое было адресовано мне, мы вскрывали вместе с дедом. Это было письмо от моих родителей, оно было адресовано мне. Мне было 6 лет. Я уже знал, как пишется мое имя и фамилия. И они были аккуратно написаны большими печатными буквами. Это мама написала письмо, потому что родители тогда уехали по служебным надобностям отца куда-то далеко и надолго, и меня оставили с дедушкой и бабушкой. Я сильно тосковал. А они прислали письмо. Мне прочитали это письмо, а потом мы с дедом сели писать ответ родителям. Дед достал бумагу, надел очки, взял ручку. Я стоял с ним рядом и смотрел, как он пишет. А дед как бы под мою диктовку, на самом деле он просто озвучивал то, что писал сам. Написал следующее. Дорогие мама и папа, вы не волнуйтесь. Дальше он написал в том смысле, что волноваться совершенно не нужно, потому что мне так хорошо, как давно не было. И что кормят меня так, как никогда в жизни не кормили. То, что я скучаю, дед писать не хотел. Хотя это было единственное, на чем я действительно настаивал. И написал он это или не написал, я не знаю до сих пор, потому что проверить тогда я не мог. А письмо не сохранилось. Потом дед сложил письмо, вложил его в конверт, написал вот здесь вот
объяснил, что это вот адрес того места, где сейчас находятся мама и папа. Потом вот здесь вот написал что-то и сказал, что вот это адрес того места, где мы сейчас находимся, и вот сейчас написали письмо. Потом он совершил магическое действие по вот этим точечкам. Он начертал вот эти вот угловатые цифры индексами. Я до сих пор это вот восхищает и доставляет удовольствие это делать. Так хочется, чтобы они такие ровненькие получились. Прекрасно. Потом дед мне дал лизнуть уголок конверта. Я его лизнул, он оказался приятно сладковатым. Но главное, что моя слюна совершила чудо. Конверт плотно заклеился. Я был в восторге. Тогда была зима. Мы с дедом тепло оделись и пошли отправлять письмо. Мы вышли уже, вот этот вот такой зимний день, такой сибирский, он уже так мутнел, темнел, сильный ветер, было холодно. И мы шли по двору, был ветер такой с поземкой. Мы прошли между домами, перешли через дорогу, где был магазин, и с торца магазина висел синий почтовый ящик. Он мне всегда нравился, синий красивый почтовый ящик с гербом, вот, с номером этого почтового ящика. Но это был предмет такой, как сказать, он был взрослый предмет. Он был красивый, но взрослый, он моей жизни никогда не касался. Но в тот день почтовый ящик стал частью и моей жизни. Он коснулся моей жизни и вошел в нее на долгие-долгие годы. Мы подошли с дедушкой к почтовому ящику, и дедушка поднял меня на руки, чтобы я смог до него дотянуться. Я коснулся голой рукой холодного металла почтового ящика и открыл вот этот клапан, который похож на такое таинственное веко. Сунул в щель письмо, подержал некоторое время и толкнул его туда, в темноту. И я даже слышал, как конверт упал на дно почтового ящика. Но в этой щели была такая тьма. В этом почтовом ящике была такая тьма, какой я никогда и нигде не видел. Ни в подъезде, ни под кроватью, ни в шкафу. Там была могучая тьма. Она была абсолютно бездонная и абсолютная тьма. Она была такая, что я тогда не согласился. И я до сих пор не согласен с тем, что почтовый ящик просто висит на стене. Мне тогда прям почудились, я прямо увидел эти вот коммуникации, которые подведены сквозь стены к почтовому ящику. Я прямо увидел, что этот почтовый ящик соединен какими-то трубами с глобальной почтовой системой, и по этим трубам мое письмо уже летит. По этим трубам, которые проложены под землей между городами, эти таинственные почтовые трубы, и по этим трубам мое письмо летит, и благодаря этим таинственным цифрам индекса мое письмо долетит безошибочно в тот город, где его ждут мои мама и папа. Оно будет лететь по этим трубам, могучим трубам почтовым, и долетит туда. Оно будет лететь. Оно будет лететь по этим трубам, лететь, и обязательно долетит в тот город и попадет обязательно именно в тот почтовый ящик, из которого его достанут мои мама и папа. Вот. С тех пор я стал ждать писем и сам стал письма писать. Первые письма я написал во время первых своих школьных каникул. Мне было 8 лет. После первого класса меня из Кемерово, из Сибири отправили к бабушке в город Жданов, ныне Мариуполь, на 3 месяца к Азовскому морю. На 3 месяца из Сибири. Знаете, я вам так скажу, вот Азовское море в Мариуполе, еще то вам скажу море. Но если ты из Кемерово, то вообще нормально. Вообще. И я писал письма оттуда ребятам, которых из Кемерово никуда на 3 месяца не отправляли. Я им писал, как мне хорошо, а они мне не писали ничего. Но писем-то я уже ждал, как только ты отправил первое письмо, ты начинаешь ждать ответ сразу же. Я заглядывал в дырочки почтового ящика в надежде увидеть там радостный уголок письма, а не скучную газету. И чтобы на весь подъезд закричать: «Папа или деда, письмо!» Когда было в подъезде темно, то есть там была кромешная тьма, я безошибочно на ощупь мог найти наш почтовый ящик и пальчиком вот так вот засунуть дырочку и безошибочно мог определить, письмо там, газета или журнал. Я так делал много лет, пока палец не начал застревать в дырочке. Какое-то время я переписывался с англичанином. У меня появился друг англичанин, не друг, приятель по переписке. Я с ним познакомился в Москве. Я приехал в первый раз в Москву в 23 года и самостоятельно там бродил по ней, ну где, на Красную площадь пришел
И в первый раз в жизни увидел людей, которые между собой говорили по-английски. Они были по-другому одеты, у них были какие-то другие лица. Они были из другого мира, и мне стало просто интересно. Я первый раз видел таких людей. А один парень моего возраста откололся и что-то фотографировал. Ну, от компании откололся. Я решил с ним познакомиться, но поверьте, я хотел с ним познакомиться не для того, чтобы поменяться с ним одеждой. Нет. Мне было интересно, ну правда. И еще я приехал из Кемерово в Москву. Мне было не то, что интересно, мне было важно. Я хотел узнать, я хотел проверить, точное слово. Я хотел проверить, вот тот язык, которым меня учили в Кемерово в школе, он вообще работает или нет? Сработало. Ну, не идеально, но сработало. Мы познакомились, мы даже разговаривали. И мы обменялись адресами, потому что тогда мобильных телефонов и в помине не было. А звонить по обычному телефону тогда из России в Англию или из Англии в Россию было дорого даже для англичанина. И я как-то про это забыл. Ну, было такое впечатление. Познакомились. Как можно написать в Англию? Надо как на другую планету написать. Вот, наше знакомство произошло где-то в начале августа, а в конце октября, в уже остывающем к зиме сибирском городе, на окраине его, в большой многоэтажке, 9-этажке точнее, на окраине, на улице, которая называлась Проспект Химиков. Я из почтового ящика помятого и истерзанного хулиганами достал вместе с газетами конверт из Англии. Я стоял с этим конвертом в этом подъезде вот так вот минут 10 вот так. А потом сделал вот так, смотрите. Этот конверт и этот подъезд, они вообще не сочетались никак. Ну, он здесь оказался, этот конверт. Он здесь оказался. Я был в таком восторге, когда я его вскрывал, этот конверт. Я даже хотел так ноздрёй вдохнуть оттуда остатки английского воздуха. Этот конверт был прост и прекрасен. Он был идеален. Он не был вот таким, как наши конверты. Он отличался тем, что на наших конвертах есть какие-нибудь рисуночки, здесь какие-то вот таблички, вот это все. На нем не было ничего. Он был просто белый, плотный. На нем было две маленьких марки, красные и синие, с портретом английской королевы и штемпели. Он был так красив, он был совершенством. По штемпелям на этом конверте я определил, что письмо вот это попало на королевскую английскую почту, поступило оно 32 дня назад. 30 дней назад это письмо покинуло Британские острова. 26 дней назад на нем появился штемпель Центрального международного почтамта города Москвы. И 3 дня назад на нем появился наш родной кемеровский штемпель, и я был счастлив. Я тут же прямо вот помчался через полгорода на главпочтамт, чтобы там купить конверты для международных писем. Они продавались только на главпочтамте, они были такие длинные и очень нарядные. Я приехал туда и какое-то время даже подождал, чтобы собралась небольшая очередь. И подавая деньги, я сказал так: мне международных 2. Сверяясь со словарями, быстро написал этому английскому парню письмо и уже практически ночью снова поехал к главпочтамту, потому что только там висел на стене красный почтовый ящик, на котором было написано «Выемка писем каждый час». Но я не это хотел, вы поймите меня, пожалуйста. Я понимаю, сейчас я понимаю, почему я это сделал. Я просто тогда хотел. Вот от себя лично хоть немножечко сократить дистанцию до Британских островов. Ой, я рассуждал просто. Месяц туда письмо идет, месяц обратно. Ну, пару дней, там, 3 дней он будет отвечать. Так что через пару месяцев можно начать робко ждать письма. Но уже через неделю я маниакально заглядывал в дырочку почтового ящика. Сколько там, 4 раза в день проходишь мимо, и каждый раз туда заглядывал. И сам себе говорил: что ты маньячишь? Ну, что ты жил без этих английских писем? Ну, еще поживи, что они тебе дались-то, вот эти письма? Что ты их ждешь-то? Что, другим нечем заняться, что ли? Не смотри туда. Ты же изведешься за 2 месяца от этого ожидания. А сам все равно заглядывал. Так еще прохожу мимо почтового ящика, сам себе говорю: будь мужчиной, не заглядывай туда. Сам раз. Но заглядывал я туда не зря, потому что не прошло и 2 недель после отправки моего письма, я вынул из почтового ящика еще один конверт из Англии. Он был еще прекраснее первого.
Он был голубого тона такого, голубоватый, очень красивый. На нем было 3 синих марки. Он был такой, вот в плотности бумаги, в совершенстве его форм. И вот этого цвета была какая-то такая незыблемость какая-то. В этом была вся королевская британская почта. В нем был какой-то такой мощный почтовый ритуал, что я просто залюбовался вот этим голубоватым тоном. А в этом голубоватом тоне, помимо всей вот этой традиции английской королевской почты, еще чувствовались персонажи разных эпох английских, разных литераторов. В этом голубом конверте как-то очень чувствовался портрет Дориана Грей и разные персонажи Чарльза Диккенса. И даже Джейн Эйр там была. И я вскрыл это письмо, и там оказалась малюсенькая такая записочка. Малюсенькая, следующего содержания. Дорогой мой друг, почему не отвечаешь? Мы переписывались с этим англичанином довольно долго. По 14 писем получили мы. Он получил 14 от меня, я 14 от него. И, можете посчитать, сколько мы переписывались. А потом наша переписка погибла. Я отправил ему письмо, он через 2 месяца не ответил. Я через 3 месяца отправил еще одно письмо вдогонку. Потом я ждал, ничего не было. И только спустя полгода я вынул из почтового ящика своего совершенно диковинную вещь. Это была очень-очень помятая и вся избитая штемпелями самыми разными открытка с маленькой красивой маркой цветной. И сама открытка представляла из себя фотографию слона, было написано «Африка», и на обороте была маленькая записка такая. Дорогой мой друг, я теперь живу и работаю в Йоханнесбурге. Приезжай в гости. Я ему написал по указанному адресу в этой открытке, что я за него очень рад, но чтобы он меня очень скоро в гости не ждал. Отправил, но уже больше никогда и ничего ни из Англии, ни уж тем более из Южной Африки я в своем почтовом ящике не обнаружил. Какое счастье, что сейчас все этих марок, конвертов, всего этого сейчас не нужно. Не надо этого ничего. Как это хорошо. Да гори синим пламенем вся эта почтовая красота. Все эти марки, штемпели, конверты, все эти ритуалы, вся эта английская королевская почта. Какое счастье, что сейчас, по крайней мере, государственные границы не имеют никакого значения. Разве ж мы с моим этим английским знакомым, с которым мы, к сожалению, потерялись в мире, я его не нашел. Я его искал, но не нашел. Не знаю, искал ли он меня, но он меня тоже не нашел. Он не знал моего имени, в смысле, имя знал, отчество не знал, а я не знал его второго имени. И мы не знали годов рождения друг друга. Мы потерялись в этом мире. Разве ж мы не поменялись бы, не поменяли бы все эти красивые марки и штемпели на наши обычные сегодняшние СМС-сообщения и электронную почту? Да с радостью бы. Да еще отнеслись к этому как к волшебству и чуду. Сейчас же, что в Австралию написать, что в соседний подъезд, одинаково быстро доходит. То есть человек отличить не может, поскольку написал в Австралию, потом в соседний подъезд. Пока писал в соседний подъезд, уже из Австралии ответили. Прекрасно же, прекрасно. А там письма. Посудите сами. Самые быстрые письма шли 3 дня, в один конец, 3 дня. Это если внутри региона, если недалеко, и если повезет. В смысле, если не выпадет на выходные, потому что в субботу и воскресенье письма по адресам не носили, только заказные и телеграммы. Все. Значит, 3 дня туда, день человек отвечал, потом 3 дня обратно, то есть через неделю можно было в лучшем случае надеяться получить ответ. А если в Хабаровск? А если в Южно-Сахалинск? Или в Биробиджан? Да если из Смоленска, из Нальчика или Калининграда? Сколько шли эти письма-то? Сколько? Отчего же грустно-то, что не стали мы переписываться письмами? Отчего грустно, что забыли этот ритуал почтовый? Да по многим причинам. В частности, по той причине, что мы разучились ждать. Мы же разучились ждать. Сейчас же написал смс-ку. Через 15 минут еще одну. Да еще так написал. То есть, если не ответили, еще одну, потом 3. И так пишешь еще, чтобы закончилось на вопрос. Чтобы она, как можно быстрее ответила. То есть ты подначиваешь, чтобы ответила побыстрее. 4-ю, 5-ю смс-ку через 47 минут звонишь уже весь на пафосе. Мол, как это можно меня так игнорировать? Что же вы там делаете без меня? А тогда мы ждали писем. И еще
в письмах, вот, особенно если дальняя переписка, невозможно было так вот безответственно пофлиртовать, да, как сейчас. Сейчас 70-90 смс-ок в неделю, и к субботе она твоя. А тут попробуй-ка пофлиртовать с Владивостоком. Засохнет весь этот флирт в районе Новосибирска уже. А тогда мы умели ждать, самые неугомонные, самые нетерпеливые, самые горячо влюбленные. Мы ждали писем, мы ждали, а куда было деваться? Мы писали письма вдогонку. Мы в ожидании писем ночами исписывали тетради стихами, холсты картинами. Мы разучивали какие-то аккорды, мы что-то делали. Мы писали по 3 года не липовые диссертации. Мы смотрели в телескопы, занимались какой-то художественной самодеятельностью, лезли куда-то в горы, шли в тайгу. Мы заполняли жизнь содержанием и событиями, чтобы не так трудно было ждать писем. И мы их ждали. А еще мы умели их писать. Все, кто вел переписки, умели писать. Не так, как сейчас, в Твиттер какую-нибудь там фигню, да еще с сокращениями, с какими-то нелепыми словами, со смайликами дурацкими, которые ничего не выражают. То есть надо считать, где 10 смайликов, где 12, а где 2. То есть тут он гораздо больше веселился, чем вот здесь. Вот. А там нужно было написать, чтобы была композиция. Потому что если письмо идет 10 дней, письмо должно быть так написано, чтобы оно за 10 дней пути не остыло, чтобы его было интересно читать. В письмах были не новости, в письмах были какие-то сообщения, которые не устаревали, пока письмо шло. И еще нужно было так написать письмо, так композиционно его составить, чтобы она немедленно захотела на него ответить как можно скорее. Мы так писали письма. Мы умели делать композицию на 3 листочках убористым почерком. А еще мы умели письма читать. Потому что мы читали не только слова, но мы еще видели почерки. Неприятно было. Вот было приятно, даже трудно разобрать почерк, но набранный на машинке текст в письме был как-то холодновато. А тут вот почерки. И мы же видели в этих почерках очень многое. Мы же видели в почерках и чувствовали то самое, что мы видим и чувствуем в выражении их любимых лиц. Вот она пишет, что у нее все хорошо, а я по завитку буквы У и по флажочку над буквой Б вижу, что не очень у нее все хорошо. Она просто не хочет меня беспокоить. Я мог определить даже, болеет она или не болеет. И вот видно, начала писать письмо утром в хорошем настроении, потом кто-то испортил настроение, изменился почерк. Потом дописывала, видимо, окончание письма вечером вообще или даже ночью. Была усталая, боролась со сном, но хотела написать, чтобы утром, вот прямо с утра отправить письмо скорее тебе. А письмо мамы на службу сыну. Это же было такое, что ты носишь в кармане, перечитываешь и каждый раз находишь что-то новое. Или можно было просто засыпать и положить мамино письмо рядом с собой на подушку и просто им любоваться. А сейчас по-настоящему влюбленные люди друг в друга, влюбленные, по-настоящему молодые, которые готовы пожениться и родить детей, они не знают почерков друг друга, потому что за всю жизнь не написали друг другу ни одной записки. И они узнают, что у них есть хоть какой-то почерк, только в ЗАГСе. Потому что у нас у многих осталась от почерка только подпись. Но скоро ее не нужно будет. Нужно будет просто там, отпечаток пальца или сканирование сетчатки глаза. Я как-то смотрел кино какое-то, английский такой классический детектив, рядом со мной сидел парень лет 17. И там следователь, детектив, показывает письмо кому-то, говорит, вы узнаете ее почерк? У парня, знаете, какое было выражение? О чем вообще идет речь? Почерк. Почерк. Это наша индивидуальность, наша неповторимость. У каждого почерк неповторим. Но мы теряем почерки, и наши дети будут люди без почерка. Кстати, наши дети будут люди без почерка. Мои дети никогда не напишут мне письма. Не потому, что они не хотят, а потому, что они не знают, как это делать. Не умеют, не понимают, для чего. И еще мои дети не знают почтового адреса того дома, в котором родились и живут. А если наши дети будут люди без почерка, значит, от них не останется бумаги, и у них не останется вот таких коробочек с бумагами, открыток писем, стопок писем или телеграмм, которые они писали кому-то или кто-то писал им. У них не останется бумажных фотоальбомов
от них не останется зачитанных до дыр книг, потому что электронную книгу до дыр зачитать невозможно. А их компьютеры, какие-то разные гаджеты так быстро устаревают и выбрасываются, что у наших детей не останется материальных свидетелей целых важнейших периодов их жизни. Например, первой любви или неповторимой юности. Если они не написали записку, значит, им ничто не напомнит о том, как солнце падало из-за плеча и как тень от ручки падала на бумажку. Бумага шла к своему триумфу. 2000 лет она развивалась, она шла к своему триумфу и пришла к своей гибели на наших глазах. Бумага появилась 2000 лет назад, и постепенно она принимала свои идеальные формы. Лист А4 – это же шедевр, вот ни больше, ни меньше, он прекрасен. Не больше и не меньше шедевр. Как вот книга вдруг превратилась постепенно, в смысле бумага превратилась постепенно в книгу. Ведь была бумага, и только к IV веку появилась книга. На некоторых иконах 12-13 веков иконописцы наши изображают святых с книгами в руках. А у святых этих не могло быть книг, потому что тогда книг не было. У них были свитки, но они изображали их с книгами, потому что не могли себе представить, что когда-то вообще книги не было. И что это за святой, если он книгу не читал? Книги стали прекрасными. Какие технологии издательства, какая высокая культура, какими они стали чудесными книги. Книги классиков все приблизительно одного роста. И такие серьезные, пахучие, приятные. Книги поэтов маленькие, что можно было положить в карман и прочесть какой-нибудь барышне в какой-то подходящий момент. Бульварные романы, они избрали для себя плохую бумагу, чуть ли не туалетную, такой вот. Они плохо склеены, эти книги. Читаешь, она начинает быстро загибаться, и к концу чтения такого романа книга начинает практически рассыпаться. Если решишь перечитать этот бульварный роман, он у тебя раз и рассыпался в руках, как бы говоря, нечего мне такую дрянь перечитывать. Не на то был рассчитан. Ты что, пока меня будешь перечитывать, она же еще 4 напишет. Вот. Как бумага превратилась и приобрела вот такой вот вес и солидность в виде вот этих прекрасных географических атласов, словарей, справочников, чудесных энциклопедий. Купил себе британскую энциклопедию, 3 дня не мог оторваться, вот засыпал, просыпался, опять листал, просто такая книга. Потом ставил на полку и думал, еще правнукам послужит. Уже детям не послужило, уже мне не служит, я к ним не подхожу. Как бумага сама собой превратилась в газету. Газеты же прекрасно, они пахнут и шелестят прекрасно. И как прекрасен был ритуал, который уходит. Это покупки газеты утром в киоске возле остановки автобусной или трамвайной, с радостью покупки вот этой спортивной газеты или какой-то любимой газеты, которую ты читал, пока ехал на работу. Кто-то не видел в своей жизни без того, чтобы в день хотя бы 30-40 минут не пошелестеть газетами и не выпить чашечку кофе. Даже кофе был не важен, лишь бы газетой пошелестеть. Все. Газета утратила свою информирующую суть. И поэтому те, кто любил газетами шелестеть, уже не шелестит газетами, потому что все газеты в одном электронном устройстве, которым не пошелестишь. А молодые люди и дети, я проверял, я спрашивал одноклассников моих детей, они уже не знают, как можно сложить шапку из газеты. И эти дети не знают, как можно сложить бумажный кораблик, самолетик, голубка, лягушку, которая прекрасно прыгала, бомбочку, фонарик. А шапка из газеты, между прочим, была 2 моделей. Попроще треугольная и поинтереснее такая, покрасивее, такая вот высокая, с треугольным козыречком. И кто-то сейчас может сказать, мол, шапка из газеты – это ерунда. Я скажу, да, шапка из газеты – это ерунда. А что же тогда не ерунда в связи с шапкой из газеты? А в связи с шапкой из газеты не ерунда – это лето. Лето. Распахнуты окна во двор, оттуда доносятся вот эти неповторимые звуки летнего двора, вот этот шелест листвы на ветру летнем, дети и птицы вместе, вот этот шум, он залетает в окно, а в комнате вся мебель сдвинута к стене и сверху укрыта газетами, и пол весь устлан газетами. Запах свежести, летний, только летний запах, побелка. Папа молодой,
по пояс голый, в шапке из газеты, весь заляпанный звездкой. Верит в потолок и что-то напевает. Тут к папе зашел его друг помочь. Но, знаете, газеты очень жалко газеты. И уходит еще огромная культура, потрясающая культура черчения чертежа на бумаге, на ватмане. Сейчас еще пока студентов, те, кто учится архитектуре, или те, кто будет инженерами, их заставляют, именно заставляют чертить на бумаге, на ватмане. Они это выполняют, прекрасно зная при этом, что это им не пригодится, потому что чертежи они будут отправлять своим заказчикам по электронной почте или в виде флешки. И они чертят и относятся к черчению на бумаге, как студенты-юристы относятся к изучению латыни и римского права. То есть как к какой-то фигне ненужной. Но когда смотришь и видишь те дома, которые являются все-таки лицом тех городов, в которых мы живем, ты понимаешь, что это делали архитекторы, которые чертили на бумаге. А те, которые уже на бумаге не чертили, построили и сделали совершенно другие части тела наших городов. Но забывается и уходит эта культура, и кто-то уже думает, что Кульман – это только фамилия. Никто не вспомнит, что это такое. Вот, правда, в словаре еще можно узнать. И вообще уходят прекрасные предметы, связанные с этой эпохой. Я никогда не пользовался логарифмической линейкой, я никогда не умел ей пользоваться. Но у меня она была, потому что вещь приятная. А кто-то сейчас подумал, а что такое логарифмическая линейка? Он даже и не видел ее никогда. И когда я в первый раз исполнял вот это то, что сейчас я исполняю в театре, и когда я сказал это слово, я думал, что все обрадуются. Нет, многие обрадовались, зааплодировали и засмеялись. Но очень многие люди растерялись, стали вот так оглядываться по сторонам. Я понял, они просто не знают значения этого слова, которое я еще пока не назвал. И когда я назову это слово, кто-то из вас обрадуется, засмеется, а кто-то растеряется. И те, кто растеряется, вы сможете, те, кто не зааплодирует и не засмеется, вот те смогут узнать значение этого слова у тех, кто зааплодирует и засмеется. Я очень хотел обладать этим, тем, что называется вот этим словом. Мне это было решительно не нужно никогда, ни в детстве, ни сейчас, но я всегда хотел этим обладать, потому что мною это ощущалось как сокровище, особенно в детстве. Потому что так смотришь, оно же сверкает, и там такие прелестные вещи, это какой-то готовальный. Готовальный. Красота! А вместе с готовальней уйдет в небытие и Росфедер. А это прекрасная была вещь. Им же можно было не только чертить, но еще и брови выщипывать. Вот. Не станет тубусов, не будет тубусов. Тубус, а само слово-то какое тубус, да? Какая вещь-то, какая тубус. Когда шли студенты в институт или в университет, с тубусом было ясно. Солидные люди, серьезные. Это вот инженеры или архитекторы. А шли без тубусов. Думаешь, балалайка, юрист. А скольких мужиков выручили тубусы? В них же идеально помещались. В большом 3, в маленьком 2. И шел человек вот такой с тяжелым тубусом, такой, идет, да, значит, идет. Устал человек. И да, он выглядит не очень, но ему же место уступали в общественном транспорте с тубусом. Чертил человек всю ночь. Еще пока работают большие типографии, печатаются книги, еще пока есть большие книжные магазины, то когда я стою в книжном магазине моего родного города, в том книжном магазине, в котором еще книги покупали мои родители и моя дедушка с бабушкой, в котором я покупал книги, и я вижу, что в этом магазине только 5-я часть пространства занята книгами, и, скорее всего, лет через 10, а то и раньше, вообще этих книг не будет, и он утратит, этот магазин утратит свое любимое с детства название, то исчезнет с карты моего города, из карты моей жизни.
очень важное, теплое, пульсирующее пятно. Этот магазин, в котором столько найдено, столько пережито, столько прочувствовано. Когда заходил я в этот магазин заходил и видел очередь какую-то за книгами, как много, просто вскипал, как будоражил запах этого магазина. Вот это вот, сколько фантазии во всем этом было, сколько в этом было радости, в покупке новой книги в этом магазине. И как жалко, что у наших детей не будет вот этого прекрасного ритуала покупки книги в большом книжном магазине. Потому что поиск и покупка книги в большом книжном магазине – это совершенно не то же самое, что поиск и покупка текста в интернете. Ну что может сравниться с удовольствием, когда у тебя вдруг появилось 3 часа свободного времени? Ну была назначена какая-то встреча, и бах, и 3 часа, вот где-то и деваться некуда. И вот тут вот есть абсолютно свободное время, и есть рядом большой книжный магазин, есть какие-то деньги, и ты не голоден при этом. То есть, когда можно зайти в книжный магазин, не имея никакой конкретной идеи, что именно купить. То есть, это, в этот момент заходишь в книжный магазин, как в лес за грибами. Послоняться. И зная, что в этом лесу очень много поганых. И ты ходишь просто, у тебя масса времени, ты листаешь эти книги, читаешь аннотации, листаешь, находишь какую-нибудь иллюстрацию и обчитываешь ее вокруг. Смотришь, что берут другие люди. Думаешь, какой-то человек такой интересный, смотри, какую-то книгу взял и купил, понес. Думаю, я тоже посмотрю, подхожу, беру эту книгу, так, китайская средневековая, о, спасибо, не. А какую-то книгу беру, мне ничего не говорит, ни название, ни имя автора, просто беру ее только потому, что она зеленого приятного цвета. Иду с этим к кассе. И все-таки деньги есть, но не настолько свободные. Из 9 книг нужно выбрать 4. Выбираю 4. Над одной все-таки бился, думаю, нет, в следующий раз. И выходишь из магазина, и даже если рядом с магазином припаркована твоя машина, все равно так хочется, как тогда, в те студенческие годы. Да? В трамвай или в троллейбус. И чтобы дождик, и чтобы место у окна, и чтобы в троллейбусе или трамвае немноголюдно. Или спуститься в метро и на Кольцевую. И пару колечек, да, с книжечкой. Вот. Или пройти из магазина до дома через скверик. И чтобы скверик был не скверный. И чтобы там нашлась чистенькая свободная скамеечка. И чтобы погода была хорошая. И чтобы сесть и открыть книгу. Еще подумать, с какой начать. Взять, открыть ее на 28-й странице. И занырнуть в нее. И чтобы с книгой повезло. А чтение старой, ветхой, библиотечной книги, какое это наслаждение, какое. Книга ветхая, за которой всегда в библиотеке была очередь, еще до военного издания. Никогда электронная книга этого ощущения не даст, потому что вот эта ветхая старая книга хранит следы чтения этой книги теми людьми, теми поколениями до меня. А эта книга, она всем нужна, и за ней очередь. И 3 недели ждал в этой очереди, потом, наконец-то, получил эту книгу на 3 дня, точнее, на 3 дня и на 3 ночи. И проживаешь с ней 3 дня и 3 ночи, и вот читаю ее и вижу следы. То есть подчеркнутая фраза, думаю, как хорошо, что кто-то ее когда-то подчеркнул. Сам бы я не обратил внимания. Какой-то абзац обведен, спасибо. Какая-то страничка заломлена, где-то осталась забытая закладка. Карандашком написан сверху страницы еще 5-значный телефонный номер. Значит, кто-то когда-то давным-давно с кем-то познакомился в читальном зале библиотеки. Вырвана страница. Вот интересно, почему человек вырвал эту страницу? Надо посмотреть в другом издании, посмотреть, что его привлекло в этой странице. Забытый листок акации. Кто-то когда-то, видимо, читал эту книгу где-то, где принес с собой листья акации в библиотеку. Я читаю эту книгу со всеми этими людьми, которые читали ее до меня. И в этот момент понимаю, почему она так нужна. В библиотеке же много книг, но именно это нужно, да потому что эта книга прекрасная. И сам факт, что прекрасная книга нужна была и нужна сейчас многим людям хорошим, говорит только о том, что я не одинок. Я не одинок. Я с теми, кто тоже хочет эту книгу. Или кто ее уже прочел. И со мной происходит то же самое. На каждой строчке то же самое, что с теми людьми, которые ее читали. Я это чувствую. Я чувствую это. Я вижу, вот он, след от чашки кофе или чая. Кто-то читал, не отрываясь, ночью, может быть, вот так вот ставил чашку кофе или чая. Вот он, кругляшок от этой чашки.
когда это было. И читаю со всеми этими людьми эту книгу и чувствую, как подступает мое впечатление, потому что книга гениальная. Подступает и думаю, но плакать не буду. Нет, вот книга гениальная, но плакать над ней не буду. Потому что сейчас такие времена, надо мной бы кто-нибудь поплакал. Я, конечно, очень чувствительный человек, но не сентиментальный. Плакать не буду. И дочитываю книгу, и вот уже заканчивается последняя страница, где-то посреди вот так вот, раз, и написано «конец». И ниже, вот слово «конец», ниже кто-то когда-то вот так чуть по диагонали, маленькими буковками, карандашиком, закончив чтение книги, написал «плачу». И заплакал. Просто, ну я же понимаю, что если человек пошел в книжный магазин и купил там книгу и принес ее домой, он инвестировал в эту книгу не только деньги, которые он за нее заплатил, но и время. И еще у него был выбор, и он принес ее домой. И если эта книга, допустим, непростая, сложная, ему непонятная или, наоборот, слишком понятная, то есть он сейчас такую любовь переживает, а эта книга о любви, что она только может убить его, эта книга, дополнительными ощущениями, дополнительной любовной мукой. Но если человек принес книгу домой, то велика вероятность, что он дочитает ее до конца. А если человек за минуту скачал из интернета 100 книг, то велика вероятность, что он не дочитает до конца ни одной. Нет, конечно, прекрасно, что меньше будет печататься книг, меньше будут рубить деревья, это прекрасно. Деревья прекрасные, отходы целлюлозно-бумажной промышленности отвратительны. Но слово, написанное на бумаге или набранное на компьютере, они имеют разный вес и часто разные основания и причины. Вот мне друг 15 лет назад подарил вот этот блокнот на день рождения. Блокнот очень хороший, он натуральной, тонкой кожи, такой телячья кожа, тоненькая. Здесь такая шелковая закладочка. Вот здесь такая вот магнитная штучечка, такая вот, смотрите, вот так. Оп, такая прелесть, магнитик тут вот. Он мне сказал, даря его, старик, не знаю, что тебе подарить, вот тебе для мудрых мыслей, на. Лучше бы ничего не говорил. Потому что, знаете, поверьте, за 15 лет какие-то мысли были. Ну, можете поверить, что? Были какие-то мысли за 15 лет. Вот. Ну, потому что приходила какая-то мысль, хватал блокнот, и тут же другая мысль. А достаточно ли та мысль мудра? А какую дрянь, какую бессмыслицу, которая не имеет никаких ни причин, ничего. Мы пишем в Твиттер или куда-то в социальные сети, или по СМС-сообщению такую чепуху, которую не то что читать, которую писать не надо. Как хорошо, что на это не тратится бумага, на те глупости, которые мы пишем в интернете или во всех этих социальных сетях. Как жаль, что человек взял и придумал себе аудиокнигу. Это же подмена. Это же подмена, это же подвох какой-то. Это же, что это такое? Книга, книгу, которую написал автор, ее нужно читать. Иначе получается что? Те люди, которые как-то решили, так сказать, исправить свои и стереть вот эти дыры в своем образовании и воспитании, такие деловые, в автомобиле слушают аудиокнигу. Послушай-ка я сегодня Бунина, это и приятно, и полезно. А там какой-нибудь прекрасный актер прекрасным голосом начитывает эту книгу. Но это подмена, потому что книгу нужно читать, потому что это так рассчитано, это так написано. Потому что когда человек читает книгу, книга звучит его голосом, а не голосом артиста. И когда в книге написано «я», в голове, когда ты ее читаешь, звучит «я». А когда артист говорит «я», то это про него звучит. И все самые лучшие книги, которые у нас есть возможность прочесть, они написаны про нас. Самые же главные книги, мы же читать учились только для того, чтобы читать книги про себя. А если мы слушаем это в виде аудиокниги, мы в лучшем случае послушаем книгу про вот этого артиста. Ой,
Бумага уходит, она исчезает. Конечно, электронная книга, она победит, она все заменит. И аудиокнига, поскольку она удобна, даст возможность нам слушать в наушниках самые прекрасные тексты, которые будут все равно как бы в третьем лице. Электронная книга, конечно, очень может далеко не все. Например, электронная книга не может быть толстой или тонкой. А это важно, потому что нужно видеть, на что решаешься. Но уже есть люди, которые легко по количеству байт могут определить, не толстая книга или тонкая, а длинная она или короткая. Но что для людей через 50 лет будет такое словосочетание, как третий том «Войны и мира»? Что будет такое слово «том»? Ой, как я хотел спросить Стива Джобса, но он умер, я не успел. Я хотел его спросить: Стив, я искренне вас почитатель, вы гениальный человек, вы прекрасный, удивительный человек. Вы такую удивительную вещь сделали со своими коллегами, вместе со своими конкурентами. Ну скажите, Стив, дорогой, вы правда не понимаете, что человеку не нужно столько легко доступной информации? Правда? Вы что, не понимаете, дорогой Стив, что информацию нужно как-то уважать? А для того, чтобы информацию уважать, нужно как-то потрудиться, чтобы ее получить. Вы же нас лишили, например, возможности запоминать, Стив, дорогой. Мы же перестали благодаря вам завязывать узелки на память. Если мы завяжем узелок на память, то нам нужно потом заглянуть в ваше изделие, в ваш компьютер, чтобы посмотреть, по поводу чего мы завязывали узелок на память. Ведь поймите, мы же до того, как вы сделали вот эти изделия, мы же просто так, с легкостью запоминали и помнили в больших количествах номера телефонов, адреса даже в других городах, имена, отчества и фамилии каких-то дальних родственников и едва знакомых людей. Мы помнили дни рождения, мы помнили массу стихов, каких-то историй, каких-то фактов даже из учебника за 6 класс. А сейчас у нас память в кармане. И как-то не отдаются команды на запоминание. Мы даже теперь не разучились запоминать какие-то городские маршруты. Мы можем ездить по одной улице 100 раз, а когда сломался навигатор, мы не вспомним, где повернуть. Мы ждем этого магического голоса из этого навигатора. Мы разучились запоминать. А та информация, над которой ты потрудился, она вызывает уважение, она запоминается, а стало быть, она становится полезной. А как можно уважать информацию, которую я могу скачать в любом количестве, сидя на унитазе в доме, не выходя из дома вообще неделями? Только та информация, которая требует труда, она и как-то и приживается. Вот у меня дочь спросила однажды, говорит: пап, а где находится Баб-эль-Мандебский пролив? Помните, в уроках географии были 2 таких хита: Баб-эль-Мандебский пролив и озеро Титикака. Вот. Мы всегда веселились, когда это слышали. Да, значит, вот дочь спросила, где находится Баб-эль-Мандебский пролив? Ей в школе нужно было. Я говорю: ну, значит, доченька, Наташенька, значит, иди, там в кладовке есть такая стремянка большая, ты ее возьми, разложи, поставь возле стеллажа, там на самой верхней полке справа. Такая здоровая такая книга, самая здоровая, увидишь ее. Это такой английский атлас, такой географический, очень тяжелый, килограмм 8 весит. Мне подарили его, ну, то есть просто любимая вещь. Я очень любил листать этот атлас и как бы путешествовать вот по этим картам, по тем странам, в которых я никогда не побываю. Вот. Я говорю: неси его. Она взяла стремянку, поставила, забралась, стала доставать книгу. Стала его доставать, уронила. Она не рассчитала усилия, потому что она не ожидала, что книга может быть такой тяжелой. Уронила его, значит, принесла, положила на стол, вот, мол. Я говорю: ну ищи. Она, мол, что в этом можно вообще найти и как? Такая книга здоровенная. Какую, всю перелистать, что ли? Я ей показал, что там есть алфавитный указатель. Объяснил, как им пользоваться. Она на меня, когда она поняла, она еще так на меня посмотрела, типа: папа, какая дичь вообще. Но потом она сидела, перелистала, увлеклась, нашла Баб-эль-Мандебский пролив, еще полистала какие-то карты Африки. Потом закрыла книгу и ушла. Говорю: стоп, доченька, иди сюда, бери книгу, отнеси ее вот туда, на стремяночку, поставь на полочку, стремяночку сложи и ее в кладовочку. Сейчас ее ночью разбуди, ночью. Она не до конца проснувшись,
в таком полусомнамбулическом таком состоянии безошибочно покажет на глобусе пальцем Баб-эль-Мандебский пролив. А когда она спросила меня, там ей для семинара было нужно что-то рассказать ей про Курильские острова. Я был на Курильских островах, она спросила рассказать. Я говорю, ну-ка открой-ка там Google Maps, карты Google Maps. Она в течение нескольких секунд открыла эти это были даже не географические карты, а фотографии этих островов из космоса. Сейчас же собственные брюки у себя на балконе можно разглядеть. Да. Это же здорово. Вот. Да, такое-то число, там висели, значит, спутник надо мной в это время пролетел. Сфотографировал. Ну, красота, удобно очень. Вот. Она посмотрела на эти Курильские острова и закрыла. Это было, у нее ушло на это там меньше минуты. Несколько нажатий клавиш. И она это сделала и моментально забыла. Моментально. Она забыла не то, где находятся эти острова. Она забыла, что они вообще существуют. Ой, я как-то сидел дома. Дома сидел и решил разжечь камин. Вы меня, пожалуйста, извините, у меня дома есть камин. Вот. И... Знаете, вот эти вот отдельные аплодисменты одного человека, они как бы всегда говорят, потому что человеку это понравилось больше, чем остальным. Я думаю, что это тоже был счастливый обладатель камина. Вот, да. Я решил разжечь камин, а никакой, такой ненужной бросовой бумаги под рукой не оказалось. Никакой газеты мы же не выписываем, никакой оберточной бумаги, никакой. А брать чистый лист бумаги из стопки пищи бумаги чистой и жечь невозможно. Как можно жечь чистый лист бумаги из пачки бумаги? Всегда какое-то есть ощущение какого-то убийства надежды, что-то хорошее на этом листе написать. То есть этот вариант не рассматривался. Я искал, чем бы разжечь камин, при помощи чего разжечь камин, и возле подвала, дома, при двери в подвал, увидел стопку книг, которые достались нам еще от прежних хозяев дома. Я думаю, интересно, взял первую попавшую сверху и читаю телефонный справочник города Калининграда, 1975 год. Я говорю, отлично, какая хорошая сухая книга. Вот. Потому что я приехал в Калининград жить только в 98 году, ни одного человека из этой книги я не знаю. Я посмотрел, а там еще пятизначные номера телефонов. То есть по этим номерам невозможно даже позвонить. То есть книга абсолютно бесполезная, ненужная и бессмысленная. Я пошел с этой книгой к камину. Подошел к камину, встал так и думаю, что мне сейчас нужно сделать? А мне сейчас нужно сделать следующее. Мне нужно сейчас взять, открыть эту книгу, вот так скомков выдрать из нее несколько страниц, положить в камин и поджечь. Я понимаю, что у меня пальцы не разжимаются. Просто я не могу этого сделать. Я так понял, что ну а что? У меня, ты пойми, сам себе стал говорить, пойми, у тебя в руках хлам ненужный, что тебе мешает? Давай-ка попробуем рассуждать здраво и без вот этой вот интеллигентщины. Давай без вот этой вот непостижимости русской души. Давай. У тебя в руках ненужная дрянь. Что тебе мешает порвать и сжечь эту книгу? То, что нам с детства как гвоздь в голову вбивали. Бережно относись к книге, бережно относись к книге. Да, правильно, конечно. Но ты вспомни, как ты относился к учебникам. И в этот момент я действительно вспомнил не только как, но и что я подрисовывал в учебнике зоологии обезьяну. Друзья были в восторге вообще. Вот. Так, значит, это утверждение не работает. Так, значит, книга лучший подарок. Да он был худший из возможных подарков вообще. Я уточню. В смысле, дарить было нормально. Получать не хотелось. Вот. Потом, книга – источник знаний. Источником каких знаний может быть старая телефонная книга? И в этот момент у меня в голове так щелк. И я отчетливо вспомнил коричневую такую вытянутую книгу, телефонную, города Кемерово времен моего детства. У нас такая книга была, потому что у нас был телефон. Книга была небольшая, тогда просто телефоны были далеко не в каждой квартире. И я очень любил эту книгу по той причине, что я знал, на какой странице в этой книге есть номер нашего телефона, есть наш адрес, есть наша фамилия и имя и отчество моего папы.
И я гордился тем, что в мире есть хотя бы одна книга про моего папу. И я не разжег тогда камин. Я не разжег, я не смог сжечь книгу. Я сам себе сказал, что я не могу сжечь книгу просто без объяснений. Потому что я не могу сжечь книгу. И все. При этом я знаю, кто сжег книги. Я не могу сжечь книгу, не могу. А смотрите, нажатием одной клавиши, вот так вот раз, нажимаешь, и можно стереть всего Льва Толстого. Всего. Я имею в виду не в мировом масштабе, а просто у себя с жесткого диска. Вот так, раз и стер, или там, оп, вот так, и стереть всего Достоевского. А? Или вот так раз, и Чехова вместе с Буниным. Почему Чехова вместе с Буниным? Потому что они суммарно написали не так много, как Толстой. Что, 2 раза кликать, что ли? И вот момент вот этого звука, когда исчезает прекрасная, гениальная литература, в этот момент на самом деле в мире ничего не происходит. Вот так вот стер, и ничего не произошло, ничего не случилось. Ничего не пропало, ничего не испорчено, ничего не произошло. А когда будет гореть книга, пусть даже это будет устаревшая телефонная книга, в этот момент будет гореть даже не бумага. Будут гореть страницы, будут гореть адреса и фамилии, имена, будет гореть история, будет гореть культура. Но мы расстаемся с бумагой, мы не удержим, не сможем. Мы предадим бумажную книгу. Даже тот, кто говорит о том, что он никогда не возьмет в руки электронную книгу, будет читать бумажную, в какой-то момент предаст. Предаст, когда будет собирать чемодан, чтобы поехать на отдых к морю, и будет думать, взять ему вот такие нарядные вещи или положить 2-3 книжки, а потом полетит на юг тоненькая электронная книга, в которой целая большая библиотека. Мы совершим это предательство. Мы каждый раз ускоряем прощание с бумагой, когда покупаем новый компьютер. Более тонкий, более совершенный, более объемный и быстрый. Вот. Бумага, как в виде туалетной бумаги и в виде салфеток, конечно, останется. Я совершенно о другом. Бумага, которая хранит наши прикосновения и наши почерки, она уходит, она исчезнет. Мы не удержим. И мы, расставшись с почерками, расстанемся со своей неповторимостью и со своей чудесностью, со своей какой-то вот, я даже не знаю, как сказать, просто бумаги, как носитель наших почерков и прикосновений, абсолютно нет никакой замены. Но она уходит. Вот только тоже интересно, ну почему? 2000 лет бумага существовала. 2000 лет. Почему же именно нам-то с вами выписали историческую повестку проводить бумагу и проститься с ней? Я же так не готов к этому. Я же еще 5 лет назад так не думал. А теперь просто знаю, что бумага уходит. И я не могу себе представить мира, в котором будут люди без почерка. И я очень боюсь вот этого звука. Я боюсь того мира, который не могу себе представить. Ну, вообще, я много чего боюсь. Ну, правда, честно говоря, много чего боюсь. Я в первую очередь, не то чтобы боюсь, но я так сторонюсь и опасаюсь таких бесстрашных людей. Ну, вот я знаю людей, которые вообще ничего не боятся, правда. Вот такие вот, они вообще не боятся ничего. Я с ними как-то стараюсь так как-то от них опасаюсь. Потому что те люди, которых я знаю и люблю, они все чего-то боятся. То есть, как минимум, они боятся за меня, а я боюсь за них. Нам есть за кого бояться. Вот мы и боимся. Я боюсь, когда они где-то летят в самолете, или где-то далеко, или когда они подолгу не пишут, не звонят. И я очень боюсь их ночных звонков. Я боюсь, когда они болеют. И сам болеть боюсь. Я боюсь разных болезней. Боюсь. Я боюсь разных катастроф. Даже вот я вот боюсь цунами, прямо здесь боюсь цунами. Я очень боюсь за бедную нашу родину. И очень боюсь за детей своих боюсь. Я боюсь не уберечь их и не предостеречь их от всего. Да я вообще за всех детей боюсь. Маленьких. Вот смотрю, вот они такие бегают в детском саду во дворе. Я смотрю на них и боюсь за них. Особенно в связи с родиной. Я даже боюсь темноты.
И не стыжусь в этом признаться. Не то чтобы сильно боялся темноты, но, знаете, я внятно ее опасаюсь. И полагаю, что тот человек, который сам про себя понимает, что он совсем не боится темноты, ему стоит задуматься. Потому что тот человек, который не боится темноты, ну совсем не боится темноты, ведь это же человек, у которого отсутствует очень важная человеческая душевная составляющая. Потому что если разобраться, ну вдуматься просто, ведь тот человек, который совсем-совсем не боится темноты, ведь это же такой человек, у которого попросту нет воображения. Музыку убери. У меня большая просьба всех тех, кто сегодня здесь был. Вот такая, она очень простая. Чтобы этот спектакль лучше запомнился, вы билетики бумажные не выбрасываете. Дочка, поморочка, знакомый парусок, а я кричала и махала: воротись, миленочек. Думала, что успокоится ретивое мою, да не спокоилось, расстроилось, не видела его. Пойдем, подруженьки, на пристань, синее море поглядим, а наши дролечки далеко, мы о том поговорим. Ты плыви, суденышко, ох, золотое донышко, а без тебя, хороший мой, не греет красно солнышко. Едет лодочка, поморочка, знакомый парусок.